Добро пожаловать обратно в мир веб-программирования на Python и JavaScript. И в прошлый раз мы рассмотрели JavaScript. Этот язык, который работает внутри веб-браузера пользователя на стороне клиента и позволяет нам делать ряд вещей, чтобы сделать наши веб-страницы более интерактивными. JavaScript позволил нам отображать оповещения, иметь возможность манипулировать DOM, структурой веб-страницы, чтобы добавить контент или посмотреть, какой контент там уже есть. А еще это позволяет нам реагировать на события пользователей. Когда пользователь нажимал на кнопку, отправлял форму или вводил что-то в поле ввода, мы могли бы запускать функции JavaScript, которые реагировали бы на эти события, чтобы сделать наши веб-страницы более интерактивными. Сегодня мы продолжим этот разговор, в частности рассмотрим дизайн пользовательского интерфейса, рассмотрим некоторые общие парадигмы с точки зрения пользовательских интерфейсов и то, как мы можем использовать JavaScript. Для достижения этих целей необходимо создавать интерактивные пользовательские интерфейсы, которые будут полезны при взаимодействии пользователей с нашими приложениями. Поэтому одной из наиболее распространенных парадигм, особенно в наши дни, в веб-программировании является идея одностраничных приложений. До сих пор, если мы хотели создать веб-приложение, содержащее несколько разных страниц, мы обычно делали это с помощью нескольких различных маршрутов в нашем веб-приложении Django, например, когда вы хотите сократить что-то, чтобы получить одну страницу, и сократить что-то еще, чтобы получить другую страницу. Но обычно, используя JavaScript, у нас есть возможность создавать одностраничные приложения, в которых вся веб-страница на самом деле представляет собой всего лишь одну страницу. А затем мы используем JavaScript для манипулирования DOM, чтобы заменить части страницы тем, что мы хотим заменить. И у этого есть ряд преимуществ, одно из которых заключается в том, что нам нужно вносить изменения только в ту часть страницы, которая действительно меняется. Если, например, у вас 5 разных страниц, но общий макет и структура страницы довольно похожи, то при переключении между страницами вместо того, чтобы загружать совершенно новую страницу, вы можете просто загрузить ту часть страницы, которая меняется. И это особенно полезно для приложений, которые довольно часто меняются. Так что давайте теперь посмотрим, как мы могли бы реализовать, например, очень простое одностраничное приложение. Итак, давайте представим, например, что нам нужно одностраничное приложение, которое просто отображает 3 разные страницы, но все они включены в одну и ту же страницу. Я создам новый файл, который назову singlepage.html, внутри которого мы включим наши обычные HTML-теги. А теперь внутри основного текста этой страницы я собираюсь включить 3 разных раздела страницы, чтобы представить 3 разные страницы, которые я, возможно, захочу отобразить пользователю. Поэтому у меня будет раздел с идентификатором страницы 1, на котором, возможно, будет просто заголовок с надписью «Это страница 1». И вы можете себе представить, что на этих страницах также будет больше контента. Раздел с идентификатором страницы 2. Мы скажем «Это страница 2». А затем последний раздел с идентификатором страницы 3. У него есть заголовок с надписью «Это страница 3», например. Прямо сейчас, если бы я открыл SinglePage HTML, то, что мы увидим, это то, что мы увидим все 3 страницы одновременно. Я знаю, что это, вероятно, не то, чего мы хотим. Чего мы действительно хотим, так это по умолчанию скрыть эти страницы до тех пор, пока мы не захотим просматривать их по одной за раз, например. Так что одна вещь, которую я мог бы сделать, это использовать C, чтобы иметь возможность переключать, видно ли что-то или нет, добавив некоторые теги стилей на свою страницу. Чтобы сказать, что по умолчанию все мои дивы должны иметь свойство отображения, равное none, то есть они не видны, они не отображаются на экране. Теперь, если я обновлю страницу, то на самом деле не увижу ни одного из 3 заголовков, которые были у меня там раньше. Но чего бы мне действительно хотелось, так это чтобы теперь у меня было несколько кнопок, позволяющих переключаться между этими 3 страницами. Поэтому я дам себе 3 кнопки, одну кнопку с надписью «Страница 1», одну кнопку с надписью «Страница 2» и одну кнопку с надписью «Страница 3», например. И мне нужен какой-то механизм для этих кнопок, чтобы знать, когда вы нажимаете на эту кнопку, какая страница должна отображаться. Поэтому я продолжу и использую атрибуты данных, которые мы видели в прошлый раз с JavaScript, чтобы добавить некоторую дополнительную информацию к этим конкретным элементам HTML, где я дам первой кнопке значение страницы данных страницы 1. На втором изображении указано значение страницы данных, равное странице 2, а на третьем значение страницы данных, равное странице 3. Здесь опять же я просто предоставляю информацию, чтобы позже, когда я напишу какой-нибудь JavaScript, я мог заставить код JavaScript посмотреть на атрибут страницы данных, чтобы сказать, что при нажатии на эту кнопку вы должны позволить мне увидеть div, идентификатор которого равен странице 1. Вот о чем это позволит нам сигнализировать. Так что теперь давай продолжим и напишем этот JavaScript. Я хочу иметь возможность сказать: я хотел бы показать страницу 1 и скрыть 2 другие, или показать страницу 2 и скрыть 2 другие, или показать страницу 3, например. И поэтому для этого я сначала напишу функцию, которая позволит мне это сделать. Я напишу функцию под названием showPage, которая будет принимать в качестве аргумента ту страницу, которую я хочу показать. И что же должна делать эта функция? Ну а что мы собираемся сделать, так это сказать document query select. И я хочу получить объект, у которого есть определенный идентификатор того, каким бы ни был этот входной сигнал. На этой странице будет отображаться идентификатор элемента управления, который я хочу показать. Поэтому я скажу:
скажу: достань мне вещь с этим идентификатором. А затем, используя шаблонный литерал, я скажу: хорошо, достань мне идентификатор страницы, у любого элемента есть этот конкретный идентификатор. А затем я хотел бы изменить его свойства стиля. Какая часть стиля? Ну что же, я хочу изменить его свойства отображения. И вместо нет, что было здесь по умолчанию, где я сказал не показывать это вообще, другой вариант для div блок. То есть он отображается как просто блок, который находится на странице, которая действительно видна. И вот теперь у меня есть эта функция показа страниц. И я действительно могу ее протестировать. Если я зайду в свой браузер и обновлю страницу, то теперь увижу 3 кнопки. Эти кнопки пока ничего не делают. Но что я могу сделать в консоли, если я на самом деле просто попробую запустить это? Я могу запустить функцию showPage и сказать, например, showPage, страница 1. Например, нажмите return, и все в порядке. Теперь на моей странице появилась страница 1. И если я покажу страницу, страница 2, то станет видна страница 2. И хорошо, это сделало половину того, что я хотел. Теперь видна страница 2, но также видна и страница 1. Так что я, наверное, хочу, чтобы если я когда-нибудь покажу какую-нибудь страницу, я сначала скрою остальные страницы. Например, скройте все страницы, а затем покажите страницу 2, или скройте все страницы, а затем покажите страницу 3. Так как же мне это сделать? Ну, во-первых, я мог бы просто захотеть, когда я показываю страницу, сначала скрыть все остальные страницы. Спрячь все страницы. Поэтому, чтобы получить доступ ко всем страницам, я сделаю document query select all. Получи все разделы, которые я использую для вложения страниц. А теперь для каждого из них, опять же эффективно создавая цикл, в котором я перебираю каждый из разделов. Для каждого раздела давайте продолжим и установим свойство отображения div. Style. Display равным нулю. И вот что сейчас делает эта функция showPage, так это сначала запрашивает все разделы, которые имитируют мои страницы внутри этого одностраничного приложения. И для каждого из divs мы будем передавать его в качестве входных данных в эту функцию, которая является аргументом для for each, опять же используя обозначение функции со стрелкой, которая является просто сокращенным способом выражения функции. Здесь я хочу сказать, что для каждого из div мы изменим его свойство style, установив значение display равным none, то есть не будем показывать ни один из div, а затем покажем только тот div, который был запрошен. Теперь это должно решить проблему одновременного появления нескольких страниц. Но если я вернусь на эту страницу и нажму или напишу «Показать страницу», страница 1, то появится страница 1. Но если я запущу «Показать страницу страницы 2», то появится страница 2, но страница 1 исчезнет. И точно так же, когда я показываю страницу, страница 3, на ней отображается страница 3, но не две другие. Таким образом, я могу управлять тем, какая страница видна полностью через консоль, но теперь я хотел бы заставить эти кнопки действительно работать, где если я нажму на одну из кнопок, это приведет к фактическому отображению запрошенной страницы. Поэтому для того, чтобы сделать это, я хочу прикрепить к этим кнопкам несколько прослушивателей событий, а это значит, что мне нужно дождаться, пока эти кнопки загрузятся на страницу. Поэтому мы будем использовать document. Это event listener dom content loaded, опять же ожидая, пока все содержимое на странице не будет загружено. И тогда, и только тогда я скажу: давай продолжим и запросим у селектора все кнопки. И для каждой из этих кнопок давайте подключим прослушиватель событий каждой из этих кнопок. Поэтому я запрашиваю информацию обо всех кнопках и говорю: для каждой из кнопок я хотел бы сделать это с каждой кнопкой. И все, что я хотел бы сделать, это сказать кнопка. Один клик. Когда кнопка будет нажата, продолжайте и запустите эту функцию. Я хотел бы показать страницу, и какую страницу я хочу показать. Ну что же, я хочу показать любую страницу, которая находится в подстраничной части набора данных кнопок. И чтобы получить текущую кнопку, на которую был нажат, вспомните, что когда мы находимся внутри обработчика событий, мы можем воспользоваться ключевым словом JavaScript this, которое относится к любому элементу, получившему событие, то есть к любой кнопке, в данном случае, на которую был нажат. Так что я могу сказать, что это страница. Dataset. Page означает, что все в порядке. Для каждой из кнопок при нажатии на кнопку мы говорим button. On-click для каждой из кнопок. Запускаем эту функцию при нажатии на кнопку. Мы хотели бы показать вам одну страницу. Какую страницу мы хотим показать? Мы возьмем эту кнопку, которая получила событие, получим доступ к ее свойствам данных, получим доступ к ее атрибуту страницы данных, который находится здесь либо страница 1, либо страница 2, либо страница 3, и просто вызовем функцию showPage, которую мы написали минуту назад. Теперь, когда мы это сделали, мы прикрепили эти обработчики событий к кнопкам. Так что теперь, если я обновлю страницу, я смогу нажимать на эти кнопки и переключаться между любой из трех страниц. А теперь самое интересное заключается в том, что теперь у нас есть возможность просто на одной странице позволить себе смоделировать идею наличия нескольких страниц, заключенных в один HTML-файл. Но при этом не нужно постоянно делать дополнительные запросы к серверу, чтобы получить доступ к этой информации. Иногда, однако, было бы разумно обратиться к серверу, например, когда вам нужна новая информация для страницы. Вы можете себе представить, что каждая из этих страниц содержит много текста.
Это будет неэффективно, если мы немедленно загрузим все эти данные в HTML и просто будем показывать и скрывать их, когда нам это нужно. Потому что, возможно, мы загружаем больше информации, чем когда-либо будет нужно пользователю, если он никогда не посмотрит на страницу 2 или страницу 3. Итак, одна из вещей, которую мы могли бы себе представить, это динамическая загрузка этих данных. В прошлый раз, когда мы говорили о JavaScript, мы видели, как можно использовать выборку, чтобы сказать «продолжайте» и запросить некоторую дополнительную информацию с веб-сервера. В прошлый раз это были курсы обмена валют. Но затем мы использовали полученные данные для того, чтобы заполнить что-то на нашей странице. И точно так же мы могли бы сделать то же самое здесь, если у нас есть общая структура одной страницы, и мы хотим загрузить новый контент, а не загружать совершенно новый HTML-контент и перезагружать всю страницу. Мы можем просто запросить у нашего собственного веб-сервера, какую часть страницы необходимо изменить, а затем просто заменить эту часть страницы. Вот на что мы сейчас посмотрим, объединив Django для нашего сервера и JavaScript для написания кода на стороне клиента, чтобы иметь возможность создавать одностраничное приложение. И поэтому для этого мы перейдем к примеру, который я заранее подготовил и назвал SinglePage 1. А внутри SinglePage 1 это всего лишь приложение Django с одним приложением под названием SinglePage. И что мы заметим, так это то, что сначала мы перейдем к URL-адресам. Есть два URL-адреса, один URL-адрес по умолчанию, который просто загружает функцию индексации, а затем URL-адрес для загрузки различных разделов страницы, которые я мог бы захотеть динамически загрузить, например. Итак, у меня есть разделы, какой-то конкретный номер. И если мы посмотрим на представление для того, что на самом деле делают эти URL-адреса, функция индекса просто возвращает индекс HTML, а затем функция раздела сначала проверяет, находится ли число в диапазоне от 1 до 3, и если да, то отвечает одной из этих простых строк текста, например. Так как же это на самом деле работает? Если я зайду на страницу SinglePage 1 и запущу сервер, например, если я перейду по этому URL-адресу sections 1, то получу вот этот блок текста. А если я перейду на страницу sections 2, я получу этот блок текста. Разделы 3 — это совсем другой блок текста. То есть просто другой текст, и я хотел бы включить этот текст, например, в существующую HTML-страницу. Итак, здесь я перейду к индекс. HTML — это шаблон, который загружается, когда я перехожу на маршрут по умолчанию. И внутри индекс HTML мы увидим, что у меня есть функция showSection, которая ведет себя очень похоже на функцию showPage, которую мы видели мгновение назад. Но вместо этого что будет делать showSection? Это значит, что он будет извлекать текст, который я должен отобразить на странице с моего собственного веб-сервера. Я выбираю текст из разделов, заполняю здесь цифру 1, 2 или 3. Когда я получаю ответ, в прошлом мы видели, как мы можем преобразовать этот ответ в данные Jan, если это не структурированные данные. Мы также можем просто преобразовать ответ в обычный текст. Тогда я возьму этот текст в консоль и запишу его в журнал, чтобы мы могли увидеть его в выводе журнала. Но затем выполните запрос select для содержимого страницы, что-то, что имеет идентификатор содержимого, обновите его внутренний HTML-код и установите его равным этому тексту. Итак, вся эта функция сейчас заключается в том, чтобы связаться с моим сервером, выяснить, какой текстовый контент относится к новому разделу, и соответствующим образом заполнить ту часть моей страницы текстом, который приходит в ответ на этот HTTP-запрос. А затем еще ниже внутри страницы мы увидим, что у меня есть заголовок «Привет» и 3 кнопки для переключения между различными разделами. На этот раз у каждого из них есть атрибут раздела данных, для которого следует загрузить раздел, а затем div, который изначально пуст только для содержимого страницы. Так что теперь, собрав все это воедино, если я перейду по маршруту по умолчанию, я увижу надпись «Привет». Плюс 3 кнопки, дающие мне возможность выбора между 3 различными разделами. И если я нажму на раздел 1, произойдет следующее: JavaScript запросит, разделы 1 запросит текст. Программа вернет этот текст обратно и заполнит им страницу, раздел 1, раздел 2 и раздел 3. Очень похоже на то, что было раньше, но в отличие от того, что у нас было раньше, когда весь текст загружался на HTML-страницу одновременно. Теперь мы используем асинхронный JavaScript для динамической загрузки информации только тогда, когда она нам нужна. Когда мы нажимаем на раздел, он делает запрос на то, какой контент необходимо заполнить, и заполняет его. И все остальное, эти кнопки, этот заголовок, и вы можете себе представить, что на более сложном веб-сайте по краям этой веб-страницы происходит гораздо больше событий. И все это остается прежним. Нам не нужно повторно загружать какую-либо из этих сведений. Мы перезагружаем только ту часть страницы,
которая действительно меняется при переключении между различными заголовками разделов. В некотором роде это кажется преимуществом. Возможно, мы сможем более эффективно управлять нашими одностраничными приложениями, подобными этому. Однако одна вещь, которую мы, похоже, упускаем, это идея поддержания состояния внутри URL-адреса. Как правило, URL-адрес дает вам представление о том, на какой странице вы находитесь. Вы находитесь на чем-то вроде 1, если вы находитесь в разделе 1, или 2, если вы находитесь в разделе 2, 3 для раздела 3. Но, конечно же, во всех этих примерах мы придерживаемся одной и той же точки зрения. Всякий раз, когда я нажимаю на кнопку «Раздел 1» или 2 или 3, URL-адрес никогда не меняется. URL-адрес остается прежним. Оказывается, в JavaScript есть способ манипулировать этим URL-адресом, используя так называемый API истории JavaScript, где я могу вставить что-то в историю, то есть обновить URL-адрес. И на самом деле сохраните это в истории браузера пользователя, чтобы позже он потенциально мог вернуться к этому. И для этого я покажу тебе еще один пример внутри SinglePage 2, который очень похож, за исключением того, что внутри index.html я добавил пару дополнительных вещей. Во-первых, когда я нажимаю на кнопку, то есть когда я нажимаю на раздел 1, раздел 2 или раздел 3, я добавляю сюда эту строку History. Push State. Что собирается сделать History? Push State так это в основном добавить новый элемент в мою историю просмотров, где я сначала указываю любые данные, связанные с состоянием. Так что, в частности, я храню объект JavaScript, представляющий, какой номер раздела представлен здесь. Далее идет параметр заголовка, который большинство веб-браузеров фактически игнорируют, так что обычно это может быть пустая строка. Но третий аргумент здесь — это то, что должно быть в URL-адресе. В данном случае я хочу указать в URL-адресе что-то вроде раздела, за которым следует номер раздела. Так что я могу перейти, например, войсковая раздел 1 или раздел 2 или раздел 3, и они появятся в строке URL, когда я перейду на другую страницу. Тогда я хочу иметь возможность поддерживать возможность сказать, когда я возвращаюсь к своей истории, если я нажму кнопку «Назад» в своем веб-браузере. Я хотел бы вернуться из раздела 3 в раздел 2, если это была страница, которую я посещал ранее. И для этого, оказывается, тоже есть обработчик событий Window. Unpub-state, то есть когда я удаляю что-то из истории, например, возвращаюсь в свою историю, у нас есть возможность использовать какое-то событие в качестве аргумента. И если вы посмотрите на раздел события, состояние, который я запустил в консоли, войдите в систему, чтобы мы могли взглянуть на него через мгновение, мы увидим, какое состояние было сохранено, связанное с этой частью истории пользователя. И я могу пойти дальше и показать это «Мальчик разделись». В общем и целом, когда я запускаю это веб-приложение, на этот раз заходя на страницу SinglePage 2, когда я запускаю сервер, я вижу надпись «Привет». 3 раздела для кнопок. Когда я нажимаю на одну из этих кнопок, я не только вижу текст, но и вижу в строке URL, что я сейчас нахожусь в разделе 1. Это было перенесено в мою историю, и я обновил URL-адрес, чтобы отразить и это тоже. Я нажимаю на раздел 2. При этом также обновляется URL-адрес. Раздел 3 тоже обновляет URL-адрес. И когда я помещаю какие-то данные в свою историю, я связываю с ними какое-то состояние, чтобы я мог вернуться назад, если мне когда-нибудь понадобится. И на самом деле, если я сейчас открою консоль JavaScript и вернусь, например, к разделу 2, вы увидите, что в журнал заносится цифра 2. Когда я распечатываю текущий раздел, связанный с этим URL-адресом, он сохраняет то состояние, в котором я должен загружать раздел номер 2. И поэтому он загружает раздел номер 2 здесь. Так что, безусловно, нет ничего плохого в оригинальной парадигме простой динамической загрузки разных страниц с помощью Django, например, сделать запрос и получить ответ. Но часто, когда вы начинаете представлять себе приложения, в которых многое меняется на одной и той же странице одновременно, вы можете представить себе сайты социальных сетей, где многое остается неизменным. То же самое, но могут добавляться новые сообщения, и вы можете просматривать разные части одной и той же страницы. Возможность динамически загружать информацию, запрашивать дополнительную информацию, а затем отображать ее на странице на самом деле может быть довольно мощной. И способ сделать ваши веб-страницы немного более «Мальчик» — это интерактивно. Вот как мы могли бы создавать одностраничные приложения, используя преимущества JavaScript для синхронной загрузки новых данных, а затем используя преимущества этого API истории. Это позволит нам добавлять что-то в URL-адрес, добавлять что-то в историю посещенных страниц пользователя, чтобы мы могли вернуться к ним позже, прослушав Window. Unpub-state. И оказывается, что объект Window, к которому мы получаем доступ в JavaScript, довольно мощный. Он представляет собой физическое окно на экране компьютера, в котором отображается весь их веб-контент. И у этого окна есть определенные свойства, на которые мы можем посмотреть и которые позволяют нам включить некоторые интересные функции. Так, например, ваше окно действительно описывается тем, что пользователь на самом деле видит внутри своего окна в Google Chrome, Safari или любом другом веб-браузере, который он использует. И еще есть пара объектов недвижимости, которые могли бы оказаться полезными. Что-то вроде Window. Inner Vid будет представлять ширину окна,
что может быть полезно знать, чтобы узнать размер экрана пользователя, например, чтобы узнать, сколько пикселей в ширину имеет окно. Точно так же, как здесь есть окно. Внутренняя ширина, там есть и окно. Внутренняя высота, которая также представляет высоту окна. Так вот, окно представляет собой физическую часть, которую они на самом деле видят. Мы также видели еще одну переменную, которой JavaScript предоставляет нам доступ, а именно этот объект документа. Так в чем же разница между окном и документом? Ну а документ, как правило, представляет собой всю веб-страницу целиком. Но если веб-страницы длинные, часто веб-страница не помещается полностью внутри окна, обычно вам приходится прокручивать всю веб-страницу целиком. А окно показывает вам только одну часть этой страницы в любой момент времени. Таким образом, вы можете представить документ в виде этого большого вертикального раздела, который выходит за пределы окна. Там может быть часть документа, которая находится над окном, а также часть документа, которая находится под окном. Итак, Window. ScrollUI — это еще одна переменная, к которой у вас есть доступ в окне, а Window. ScrollUI представляет, насколько пикселей вы прокрутили вниз. Итак, если вы находитесь в верхней части страницы, значение Window. ScrollUI равно 0, вы вообще не прокручивали страницу. Но когда вы начнете прокручивать страницу, если вы хотите узнать, как далеко пользователь прокрутил страницу, вы можете посмотреть на Window. ScrollUI, чтобы определить количество пикселей, которые пользователь прокрутил в направлении UI вверх и вниз. А вся высота страницы представлена в формате Document, Body, Offset Height. Это показывает, какова высота документа по всей высоте. И мы говорим обо всем этом в дополнение к таким вещам, как Window, Inner Height и Window, Inner Width, потому что, используя все эти значения вместе, вы можете начать выполнять некоторые интересные вычисления. Итак, одна вещь, которую вы, возможно, захотите определить, например, это то, прокрутил ли пользователь страницу вниз или нет. Возможно, это то, что вам не безразлично знать. И, как оказалось, не существует прослушивателя событий, который делал бы это автоматически. Но мы можем рассчитать это для того, чтобы попытаться разобраться в этом. Если внутренняя высота — это высота окна, ScrollUI — это то, как далеко по вертикали пользователь прокрутил страницу, а Document, Body, Offset Height — это вся высота документа, вы можете спросить себя, что должно быть правдой, если пользователь прокрутил страницу до нижней части. Ну и хорошо, если пользователь прокрутил страницу до самого низа, то ScrollUI плюс внутренняя высота, то есть сумма, которую он прокрутил, плюс высота окна, вот и все. Высота документа должна быть не меньше или равна высоте документа. Body, Offset Height, что означает величину, которую они прокрутили, плюс окно ведет вас вниз, к нижней части страницы, к концу страницы, какой бы высоте ни был документ. Используя это математическое сравнение, мы действительно можем определить, когда пользователь дошел до нижней части страницы, и теперь можем попробовать применить это на практике. Поэтому я продолжу и открою пример, который я здесь назвал Scroll. HTML и все Scroll. HTML имеет прямо сейчас 100 абзацев. Внутри тега тела у меня есть буква R для абзаца, абзаца 1, абзаца 2 и так далее и тому подобное. У меня есть 100 абзацев внутри тела этой HTML-страницы. И это все, что действительно есть там прямо сейчас, так что теперь, если я пойду дальше и открою Scroll HTML, я вижу, что у меня есть 100 абзацев, которые я могу пролистать. А вот что мне хотелось бы сделать, так это определить, когда я дошел до нижней части страницы, и, возможно, сделать что-то в этот момент, например, изменить цвет страницы. Так как же мне это сделать? Ну что же, мне понадобится немного JavaScript. Поэтому я добавлю немного JavaScript и добавлю прослушиватель событий для Window. Unscroll. Unscroll — это событие, которое прослушивается, когда я прокручиваю окно. И когда я прокручиваю окно, мы запустим эту функцию. Мы просто будем использовать функцию со стрелкой в качестве сокращения здесь. Что я хочу вычислить? Ну, я хочу рассчитать, является ли Window Inner Height, то есть высота самого окна, плюс Window ScrollUI, то есть количество, которое я прокрутил, если это по крайней мере высота документа. Body Offset Height, ну, это означает, что я, должно быть, прокрутил страницу до самого низа или, может быть, даже немного дальше, если есть немного места для маневра, чтобы прокрутить дальше конца страницы. Так что, если это правда, значит, я дошел до конца страницы. А затем мы продолжим и скажем Document Query Select тело. Давай изменим его стиль, в частности, изменим цвет фона и изменим цвет фона на зеленый. В противном случае, если мы еще не дошли до конца страницы, мы возьмем основную часть страницы и изменим ее цвет фона на белый. Итак, то, что мы сейчас делаем, это используем известные нам свойства этого объекта Window, говоря, когда мы прокручиваем окно.
Давайте проверим, суммируем ли мы это, и по крайней мере высоту всего документа мы достигли конца страницы. Давай, меняй стиль фона кузова соответствующим образом. В противном случае поменяй фон на белый или оставь его белым, если он уже есть. Так что теперь, если я взгляну на эту фактическую HTML-страницу и перезагрузлю scroll HTML, тогда мы увидим, что фон изначально белый. Но по мере того, как я буду прокручивать страницу вниз, как только я дойду до самого низа, мы увидим, что страница становится зеленой. Она становится белой еще до того, как я дойду до самого низа, но как только я дойду до нижней части страницы, она становится зеленой. И причина этого в том, что высота окна здесь, плюс то, сколько я уже прокрутил от верхней части страницы до сих пор, все это вместе равно всей высоте документа. А это значит, что мы можем обнаружить тот факт, что я дошел до конца страницы. Конец страницы. И в результате мы можем изменить цвет фона на зеленый. Это само по себе не является особенно практичным способом определения того, когда мы прокрутили что-то до конца. Мы, вероятно, обычно не заботимся об изменении цвета фона, когда вы дойдете до конца страницы. Но на самом деле существуют реальные приложения, и вы можете представить это в контексте веб-сайтов, которые допускают такие вещи, как бесконечная прокрутка. Что если вы находитесь на веб-сайте социальной сети, который у него целая куча постов, ты прокручиваешь список постов до самого низа, а затем он также генерирует новый набор постов. Или вы просматриваете новостные статьи, и как только вы дойдете до конца, он загрузит совершенно новый набор новостных статей без необходимости переходить на другую страницу. Как же ему это удается? Ну что же, это сочетание тех же самых идей, о которых мы только что говорили. Номер один – возможность определить, когда вы достигли конца страницы, использует JavaScript, чтобы определить, что вы находитесь в нижней части страницы, и номер два – возможность асинхронной загрузки, использует JavaScript. Дополнительный контент – выберите какую-нибудь дополнительную страницу, на которой есть какой-нибудь дополнительный контент, какие-нибудь дополнительные новостные статьи, какие-нибудь дополнительные посты и так далее, а затем возьмите эту информацию и манипулируйте дам, чтобы добавить эту информацию на существующую веб-страницу. И это в конечном счете именно то, что даст нам возможность поддерживать что-то вроде бесконечной прокрутки. Так что давайте теперь продолжим и попробуем посмотреть, как будет выглядеть реализация бесконечной прокрутки. Я уже начал создавать образец приложения внутри этого приложения под названием Scroll. И внутри него у меня есть приложение под названием Posts. И что делает приложение Posts? Так это то, что у него есть пара URL-адресов. У него есть URL-адрес по умолчанию, который просто загружает маршрут индекса, а затем маршрут сообщений, который загружает это представление сообщений. Итак, давайте посмотрим, что они делают. Индекс. Все, что он делает, это загружает файл с именем индекс. HTML – этот шаблон. И если я сделаю запрос на публикацию, мне нужно будет привести два аргумента. Мне нужно указать начало для поста, с которого я хочу начать, конец для поста, которым я хочу закончить. А затем он просто сгенерирует несколько примеров постов, в которых просто будет указано, например, пост номер 1, пост номер 2 и так далее и тому подобное. На практике вместо этого действительно можно использовать посты в социальных сетях, но это хорошо только для демонстрационных целей. Итак, что это будет делать, если я зайду в Scroll и запущу сервер? Так это то, что если я перейду в Posts и скажу, например, start равно 1 и end равно 10, то я получу объект JavaScript, который выглядит так. Вспомни, что объект JavaScript — это всего лишь удобный формат для передачи информации туда и обратно в формате JSON. И то, что у нас здесь есть, это объект JSON с ключом под названием сообщение, который дает мне все сообщения, сообщение номер 1, сообщение номер 2, вплоть до номера 10. И это дает мне эти посты, потому что я сказал, что они начинаются с 1 и заканчиваются на 10. Но я мог бы указать и другие цифры. Если бы я сказал что-то вроде «начни с 20 и дойди до 28», то это дало бы мне сообщение с 20 по 28. Я могу указать диапазон постов, которые мне нужны. Так что теперь это эффективно реализованный мной API, который позволяет кому-то получить доступ к множеству различных постов, перейдя по этому конкретному URL-адресу, так сказать, к этой конечной точке. И передайте параметры, укажите, с какого поста они хотят начать и каким постом они хотят закончить. А затем они получат все эти данные обратно в формате JSON, которые затем можно будет использовать. И что в этом хорошего, так это то, что теперь, когда мы загружаем посты, вместо того, чтобы просто гадать, сколько постов нам нужно загрузить, а затем требовать, чтобы кто-то перешел на другую страницу, мы можем просто сделать что-то вроде загрузки первых 20 постов. А теперь то, что мы хотели бы сделать, это если они дойдут до конца страницы, загрузить следующие 20 постов, нажав на эту конечную точку API, получив следующие 20 постов, а затем заполнив их на HTML-странице. Так что давай посмотрим, как это на самом деле работает на практике, взглянув на этот шаблон в индекс HTML. Так что переходи к шаблонам индекс HTML. И здесь есть изрядная доля JavaScript, но сначала посмотри на тело. В теле просто есть div для всех постов,
которые изначально будут пустыми. А теперь вот что будет делать JavaScript, и мы пройдемся по нему. Мы начнем с первого поста, так что счетчик будет отслеживать, какой пост нам нужно загрузить следующим. По умолчанию мы просто начнем с загрузки поста номер 1. У нас есть переменная, называемая количеством, которая будет указывать нам, сколько постов мы собираемся загрузить за один раз. Давайте просто скажем, что загружаем 20 постов за один раз. Так что начинайте с 1 по 20, затем с 21 по 40, с 41 по 60 и так далее и тому подобное. А когда содержимое DAM загрузится, просто вызовите эту функцию, которая называется load. Функция загрузки определяет, какими должны быть начало и конец, извлекает все новые сообщения, а затем для каждого возвращенного сообщения определяет, что именно. Таким образом, мы асинхронно запрашиваем новые сообщения. И вот что делает функция @post. Она создает новый div, заполняет сообщение внутри него и добавляет его в DAM. Итак, теперь, когда у нас есть эти части, появилась возможность загружать новые сообщения, например, извлекая с некоторого URL-адреса все сообщения, которые нас интересуют. А затем для каждого из тех сообщений, которые возвращаются, добавляйте что-то новое в DAM. Ведь создав новый HTML-элемент и вставив его на страницу, мы получаем возможность динамически загружать все эти посты. Так что если я перейду не в сообщение, а просто по этому маршруту по умолчанию, я увижу, что у нас есть что-то вроде 20 сообщений, которые отображаются все. Но всего 20 сообщений, потому что каждый раз, когда я вызываю функцию загрузки, она загружает, например, следующий набор записей. И вот что я могу сделать в консоли, если я попытаюсь запустить функцию загрузки. Просто вызвав ее сам, нажмите кнопку возврата. Примерно через секунду появится следующий набор сообщений, от 21 до 40. Я снова звоню тебе. Появляется следующая серия сообщений с 41 по 60. По 20 сообщений за раз, и все они с использованием асинхронного JavaScript. Но сейчас мне бы хотелось, чтобы все это происходило само по себе, без моего вмешательства и ручного написания вызовов JavaScript. Я просто хотел бы сказать, что логика того же типа, что и раньше window, unscroll. Давайте продолжим и скажем, что если window, inner height плюс window, scroll UI — это по крайней мере высота документа. Body, offset height, то есть если я прокрутил страницу до конца, ну тогда просто продолжайте и вызовите функцию загрузки. Это все, что делают эти реплики. Каждый раз, когда я прокручиваю страницу, мы проверяем. Мы прокрутили страницу до конца. И если мы все-таки прокрутили страницу до конца, то переходим к следующему набору постов. Так что теперь, когда я обновляю страницу, я вижу пост номер 1 вплоть до поста номер 20. Теперь смотри, что произойдет, когда я дойду до поста номер 20. Если я прокручу страницу вниз, то через секунду появится следующая серия постов. Я снова прокручиваю страницу вниз, и мне уже 40. А затем через секунду появляется следующая серия постов. Каждый раз, когда я прокручиваю страницу вниз, после этого загружается все больше постов, что позволяет мне эффективно реализовать эту идею бесконечной прокрутки. Используя некоторые методы JavaScript, где я могу проверить, когда я дошел до конца страницы, а затем динамически что-то сделать в результате этого, например, загрузить на экран несколько дополнительных страниц. И здесь тоже нужно вложить много сил в JavaScript. И во многом сила пользовательского интерфейса заключается в том, как пользовательский интерфейс взаимодействует с пользователем, думая о том, что пользователь собирается делать. И как в результате должна взаимодействовать страница, что-то вроде того, что пользователь прокручивает страницу до конца и видит, как появляются новые страницы. И один из приемов, который мы можем использовать для того, чтобы просто сделать HTML-элементы немного более отзывчивыми, немного более интересными, это добавить к ним немного анимации, способность объектов перемещаться и каким-то образом изменять свои свойства. Оказывается, в C есть поддержка анимации. C уже предоставил нам поддержку таких вещей, как элементы стиля, заявив, что мы хотим, чтобы этот элемент был такого цвета и такого размера, например. Но это также дает нам возможность анимировать эти свойства, изменять размер чего-либо или положение чего-либо в течение некоторого промежутка времени. Итак, давайте теперь рассмотрим пример того, как это может выглядеть на самом деле. Я создам новый файл и назову его animate.html. И внутри animate.html, поэтому я продолжу и начну с включения нашего обычного HTML-кода. Название анимированное. И все, что я хотел бы сделать, это просто добавить немного анимации с помощью C на эту конкретную страницу. Я собираюсь начать просто с заголовка, в котором будет написано что-то вроде «Добро пожаловать». Например, там будет просто отображено приветственное сообщение. Такое, что теперь, если я открою animate.html, вот что я вижу, просто сообщение с надписью «Добро пожаловать». Но теперь давайте добавим к нему немного C. Давайте перейдем к тегу стиля. А для H1, для этого заголовка, я бы хотел применить к нему определенную анимацию. И сначала мне нужно указать, как будет называться анимация. И я могу выбрать название для анимации. Я скажу что-нибудь вроде «расти», например.
Я установлю продолжительность анимации равной 2 секундам. А затем режим заливки анимации будет похож на то, в каком направлении должна двигаться анимация. Должна ли она двигаться вперед? Должна ли она двигаться назад? Мы, как правило, хотим, чтобы наша анимация продвигалась вперед. Поэтому они продвигаются вперед в соответствии с некоторыми правилами, которые мы собираемся указать. Итак, я хочу сказать, что мы собираемся анимировать все наши заголовки с помощью анимации под названием Grow, и теперь мне нужно определить, что на самом деле делает эта анимация. И для этого вверху в стиле собака Кейфрамес я напишу расти. И что это позволит мне сделать, так это указать некоторые ключевые кадры для этого конкретного элемента, то есть с чего должен начинаться элемент, какими должны быть его свойства стиля, а затем в конце, какими должны быть его свойства стиля. Оси возьмет на себя заботу о процессе определения того, что должно произойти, например, за все эти промежуточные доли секунды. Поэтому я могу сказать что-то вроде «продолжайте и развивайтесь», имея в виду, какими должны быть его начальные свойства. И, возможно, изначально я хочу, чтобы размер шрифта составлял 20 пикселей, а затем мы скажем, например, размер шрифта 100 пикселей. Таким образом, в целом это говорит о том, что я хотел бы применить анимацию под названием «Расти» ко всем моим заголовкам. Эта анимация должна длиться 2 секунды и идти вперед. А что будет делать анимация роста? Ну, это будет означать, что вначале все, что подчиняется анимации роста, будет начинаться с размера шрифта 20 пикселей, а в конце оно увеличится до размера шрифта 100 пикселей. Теперь я понял, что означает эта анимация. Так что теперь, если я продолжу и обновлю эту страницу Animate HTML, вы увидите, что надпись «Добро пожаловать» меняет размер. В течение 2 секунд она меняется от меньшего к большему, подчиняясь этим ключевым кадрам. Я сказал ему подчиняться этому конкретному набору инструкций, в которых он переходит от определенного размера шрифта к другому размеру шрифта. И в результате мы видим эффект здесь на странице. Оказывается, ты можешь делать нечто большее, чем просто манипулировать размерами. Ты можешь манипулировать практически любым свойством C, каким захочешь. Поэтому, если я скажу заголовку, что он должен иметь относительное положение, то есть его положение должно быть относительно других элементов или других вещей, отличных от его родителя, я могу сказать, что вам следует изменить свою позицию с 0%. Отойди от левой части экрана на 50% от левой части экрана. И на данном этапе расти, вероятно, не самое лучшее название для этой анимации. Вместо этого я назову ее двигаться. Так что анимация называется двигаться. И вот что теперь будет делать эта анимация. Когда вы запустите анимацию, перейдите от того, чтобы быть прямо рядом с левой стороной экрана, к тому, чтобы быть примерно в 50 метрах от левой стороны экрана. Так что я могу повторить это еще раз. И мы увидим, что происходит именно такая анимация. Она идет слева направо примерно до середины экрана. Обнови страницу, и она пойдет дальше и сделает то же самое. Оказывается, нам не нужно просто указывать начальную и конечную точки анимации. Мы можем указать различные ключевые кадры для разных точек анимации, которые мы хотели бы запечатлеть, что-то вроде в начале анимации. Иметь этот набор свойств C, возможно, в середине анимации. У вас должен быть другой набор свойств C, а затем в самом конце еще один набор свойств C. Так что я мог бы сказать что-то вроде: если я хочу, чтобы заголовок не только перемещался слева направо, но и снова возвращался назад, я могу сказать в начале, в точке 0%. Когда вы пройдете 0% пути через анимацию, вы должны быть на расстоянии 0% от левого правая сторона. Когда ты пройдешь 50% пути анимации, ты должен находиться на расстоянии 50% от левой стороны экрана. А затем, когда ты закончишь анимацию на 100%, давай вернемся к 0% от левой стороны. Теперь у меня есть 3 ключевых кадра: начало анимации, середина анимации, снова возврат к началу анимации, и эффект от этого таков. Если я обновлю страницу, мы перейдем вправо, а затем вернемся назад. Мы можем двигаться в одном направлении, а затем возвращаться назад. Кроме того, есть и другие свойства, которые мы можем использовать для управления этими анимациями. Я могу установить количество итераций анимации, например, равным 2, что означает, что вместо того, чтобы просто сделать анимацию один раз, а затем остановиться, сделайте анимацию дважды, а затем остановитесь. Поэтому я обновляю изображение, оно поворачивает направо, затем налево, а затем повторяет это во второй раз. И оказывается, что если ты действительно хочешь, то можешь установить значение бесконечно, то есть никогда не прекращать выполнять эту анимацию. Она постоянно будет иметь этот заголовок, двигаться вправо, а затем влево в соответствии с теми ключевыми кадрами, которые я указал. И поэтому, если ты когда-нибудь увидишь, как что-то перемещается по странице каким-то образом интерактивное, есть несколько способов сделать это. Ты можешь анимировать объекты, например, с помощью JavaScript. Но есть много случаев, когда один только C довольно хорош для создания подобных типов анимации. И хотя эта анимация прямо сейчас работает вечно,
мы могли бы использовать JavaScript и для того, чтобы управлять этой анимацией. Так что давайте посмотрим на пример того, как это будет выглядеть. Я вернусь сюда еще раз. В основной части страницы, в дополнение к заголовку с надписью «Добро пожаловать», я пойду дальше и добавлю кнопку с надписью «Нажмите здесь». Например, а теперь я добавлю немного JavaScript. Я собираюсь добавить немного JavaScript, чтобы кнопка теперь могла управлять анимацией, решать, когда анимация начнется и остановится. И поэтому то, что мы сделаем внутри скрипта, это сначала скажем document. Это event. Then DOM content loaded, что означает подождать, пока DOM не завершит загрузку, как мы делали раньше. А теперь позволь мне достать этот элемент h1 документ. Селектор запросов h1. И изначально я собираюсь установить для него значение style. Animation playstate равным post. Таким образом, Animation playstate — это свойство стиля, которое позволяет мне решать, воспроизводится анимация или приостановлена, и я могу управлять этим с помощью JavaScript. Вместо того, чтобы просто сказать «запускаться бесконечно вечно», я могу сказать, что состояние анимации должно начинаться с приостановки, сначала получив элемент h1, а затем изменив свойство Animation playstate этого конкретного элемента. Но теперь я хотел бы, чтобы каждый раз, когда кто-то нажимает на кнопку, я хотел бы изменить состояние воспроизведения анимации. Поэтому я собираюсь сказать документ. Query select кнопка, что означает получить эту кнопку, и когда кто-то нажимает на кнопку, давайте запустим эту функцию. Где если текущее состояние анимации приостановлено, что же, тогда давайте установим состояние анимации равным запущенному. А в остальном, если он уже запущен, то давайте продолжим и установим состояние воспроизведения анимации равным приостановлено. Итак, в целом, что будет делать эта функция, так это то, что она выведет меня на заголовок, сначала поставит на паузу. И каждый раз, когда нажимается кнопка «Запускайте», а в остальном, если он уже запущен, то давайте продолжим и установим состояние воспроизведения анимации равным приостановлено, мальчик, сказал он. В противном случае продолжайте и приостановите анимацию, изменив свойство Animation playstate заголовка. Так что теперь, если я обновлю эту страницу, прямо сейчас у нас будет надпись «Добро пожаловать», плюс кнопка с надписью «Нажмите здесь». И поначалу все будет приостановлено. Никакой анимации не происходит. Но я нажимаю здесь, и начинается анимация, которая будет продолжаться бесконечно, пока я не решу, что хочу ее остановить. После чего я нажимаю на нее снова, и анимация приостанавливается. К тому же я могу контролировать, когда запускать и когда приостанавливать эту анимацию. Так что это может быть полезно и приятно, когда вы хотите создать что-то немного более интерактивное, что-то анимированное на странице. Но это особенно полезно, потому что это означает, что вы можете постепенно изменять свойства C с течением времени. Вместо того, чтобы просто сразу что-то менять, у вас есть возможность анимировать что-то, чтобы оно работало немного лучше. Так что давай посмотрим на пример того, как ты мог бы воплотить эту идею на практике. Давай вернемся к нашему примеру с постами, где у нас был бесконечно прокручиваемый список постов, но теперь представьте, что нам нужна возможность скрывать посты, когда мы закончим с ними. Поэтому я подготовил пример под названием «Спрятаться», который очень похож на то, что у нас было раньше. Но на этот раз я просто добавил одну дополнительную кнопку, и на каждом отдельном изображении будет написано «Скрыть». Прямо сейчас нажатие на кнопку «Скрыть» ничего не дает. Мы реализуем это буквально через мгновение. Но сначала, чтобы посмотреть, как это работает, если ты спрячешься, зайди в индекс. HTML шаблон. Единственное изменение, которое здесь было внесено, это то, что происходит, когда я добавляю новый пост. Еще раз напомню, что это приложение загружает сообщения с сервера. А затем, когда он доходит до этих сообщений, он перебирает каждое из отдельных сообщений, которое представляет собой просто строку текста, и добавляет эту строку текста внутри элемента на страницу с помощью этой функции add_post. А вот что здесь будет делать функция add_post, так это сначала создать новый элемент, создать div, в котором будет храниться этот пост, дать ему имя класса, потому что именно так мы собираемся его анимировать. А затем установите его внутренний HTML-код равным содержимому поста, что-то вроде поста номер 1, поста номер 2, поста номер 3, и затем добавьте кнопку с надписью «Скрыть». А потом мы добавим это и в DOM. Так вот, чем сейчас будет заниматься add_post. Мы как бы генерируем некоторый HTML-код с помощью этого кода JavaScript, а затем добавляем этот HTML-код на страницу. А теперь мы добавляем раздел, который содержит не только содержимое поста в виде текста, но также предоставит нам доступ к кнопке, которая, как мы надеемся, в конечном итоге позволит нам скрыть и этот пост. Так как же нам на самом деле заставить сокрытие поста работать? Ну а что мы хотим сделать, так это каким-то образом определить, когда пользователь нажимает на одну из этих кнопок скрытия. Так что мы могли бы сделать это несколькими способами, но один из способов — просто прослушивать каждый раз, когда кто-то нажимает на документ в целом. Каждый раз, когда кто-нибудь нажимает на документ,
я мог бы спросить что-то вроде «на что они на самом деле нажали?». И получается, что в большинстве прослушивателей событий функция, которую принимает прослушиватель событий, может принимать в качестве необязательного аргумента само событие, которое представляет собой объект JavaScript, содержащий информацию о событии, которое произошло, что-то вроде события щелчка, или события прокрутки, или события нажатия клавиши, или события нажатия клавиши вверх, например. И одно из свойств, к которому вы получаете доступ, это event. Теорга, то есть то, что было целью события. В данном случае, на что на самом деле был нажат клик. И я продолжу и сохраню event. Теоргот внутри переменной, называемой element, где идея теперь заключается в том, что все, на что нажимают, является целью события. Мы собираемся сохранить это внутри элемента. И вот что я хочу знать. Элемент — это одна из кнопок «Скрыть». Я хочу знать, это кнопка «Скрыть». Я мог бы также прикрепить прослушиватель событий к каждой из кнопок «Скрыть». Это всего лишь альтернативный способ сделать это, который я показываю вам для демонстрации, где мы говорим, что когда мы нажимаем в любом месте документа, выясняем, на что был нажат, и сохраняем это внутри этой переменной. А если это кнопка «Скрыть», то у нее должен быть класс «Скрыть», потому что я присвоил каждой кнопке «Скрыть» класс «Скрыть». И поэтому я могу сказать, что если имя элемента класс равно height, что же это означает, что то, на что был нажат, относится к классу height, мы можем предположить, что на самом деле это кнопка height. А потом я хочу сделать что-то вроде элемент. Удалить, чтобы сказать «давай, избавляйся от этого элемента». Так что же теперь это дает? Если я обновлю страницу, давай попробуем. Пост номер 1. Если я скрою его, я хочу скрыть пост номер 1. Ладно, это не совсем сработало. Я был близок к тому, чтобы избавиться от кнопки «Скрыть». Но я не хотел избавляться от кнопки «Скрыть», я хотел избавиться от всего поста целиком. Так вот в чем дело. Похоже, что если имя класса элемента «Скрыть», то есть я нажал на кнопку «Скрыть элемент». Remove просто удаляет этот элемент. Это удаляет кнопку «Скрыть», но не удаляет сообщение, в котором она содержится. И если подумать об этом с точки зрения DOM, то сообщение представляет собой div, а его дочерним элементом является кнопка, это кнопка «Скрыть». И поэтому вы удаляете кнопку, но это не приводит к удалению самого сообщения. Если вы хотите удалить и сообщение, вам нужно удалить не сам элемент, а его родителя. И в JavaScript, оказывается, тоже есть способ это сделать. Вместо element remove я могу сказать element. Parent element. Remove, то есть взять элемент, получить его родителей, удалить его. Так что теперь я обновляю страницу. Теперь я вижу сообщение номер 1. Я хочу скрыть его. Я скрываю сообщение номер 1, и все в порядке. Теперь я вижу сообщение номер 2, а сообщение номер 1 исчезло. Если я хочу скрыть сообщение номер 3, я скрою сообщение номер 3. Теперь сообщения номер 3 больше нет. Теперь я перехожу прямо с поста номер 2 на пост номер 4. Так что это работает, но в то же время не сразу понятно, что происходит. Поскольку все столбы имеют одинаковую высоту, когда я избавляюсь от столбов 1 и 3, не сразу бросается в глаза, что они исчезли. Потому что столбы 2 и 4 выглядят почти одинаково. Тебе действительно нужно быть внимательным, чтобы понять, что сокрытие сработало. И поэтому сейчас может наступить тот момент, когда анимация действительно может оказаться весьма полезной. Поэтому все, что я могу сделать, это сказать что-то вроде «давай сделаем так, чтобы этот пост сопровождался анимацией, связанной с каждым постом». Мы дадим ему анимационное название «скрыть», продолжительность анимации 2 секунды, мы скажем, что вам потребуется 2 секунды, чтобы скрыть, поэтому все, что я могу сделать, это сказать что-то вроде «давай сделаем так, чтобы этот пост сопровождался анимацией, связанной с каждым постом, мальчик», — сказал он. И режим анимационной заливки вперед. И изначально я переведу пост в состояние приостановленного воспроизведения анимации, то есть изначально я не хочу, чтобы анимация была запущена, потому что я не хочу сразу скрывать все посты. Поставьте эту анимацию на паузу. Позже мы запустим анимацию, чтобы действительно скрыть сообщение. Тогда мне нужно определить, что на самом деле означает скрыть сообщение. И я скажу «хорошо» на отметке 0%. Что это значит? Давайте установим непрозрачность 1. Непрозрачность — это свойство C, которое просто определяет, насколько непрозрачным или прозрачным должен быть HTML-элемент. И в конце, когда анимация будет выполнена на 100%, мы установим непрозрачность равной 0. Таким образом, изначально мы сможем полностью разглядеть элемент. В конце элемент станет полностью прозрачным. И теперь все, что мне нужно сделать, это каким-то образом спровоцировать это событие. Так что, скорее всего, это произойдет внутри моего прослушивателя событий. Вместо того, чтобы сразу удалять элемент, давайте я просто возьму родительский элемент и установлю его состояние анимационного воспроизведения равным запущенному, например, то есть когда я нажимаю кнопку «Скрыть». Давай запускай анимацию, которая изменит непрозрачность с 1 на 0 в течение пары секунд. А затем, если я действительно захочу, я могу добавить еще один прослушиватель событий, скажем, взять родительский элемент at event listen. Есть событие под названием animationEnd, которое происходит, когда анимация заканчивается. И тогда я могу сказать, хорошо, когда анимация закончится, мы продолжим и удалим элемент.
В общем, вместо того, чтобы просто сразу удалять элемент, когда я нажимаю на кнопку с надписью «Скрыть», я бы хотел сказать, что если вы нажмете на кнопку, а кнопка «Скрыть», продолжайте и получите родительский элемент. Не кнопку «Скрыть», а саму запись. Установите для нее состояние анимация воспроизведения в запущено, то есть запустите анимацию «Скрыть». А затем добавьте прослушиватель событий к родительскому элементу, к этому сообщению в целом. Чтобы сказать, когда анимация закончится, продолжайте и полностью удалите весь этот пост из DAM. Так каков же эффект от всего этого сейчас? От наличия этой анимации и ее запуска? Ну что же, теперь если я обновлю страницу, я увижу все эти посты. Если я попытаюсь скрыть, например, пост номер 2, вы увидите, что непрозрачность меняется, а затем она медленно исчезает. И только после того, как она станет полностью прозрачной, пост полностью исчезнет. Так что я могу сказать, спрячьте пост номер 4, он исчезнет, а затем пост номер 5 подскочит, чтобы занять его место. И я могу сделать это для любого из этих постов, запустив анимацию при нажатии на кнопку «Скрыть». И поэтому это является частью ценности того, что может сделать анимация. Это сделать наши пользовательские интерфейсы немного более приятными с точки зрения пользователя. Не я могу сделать это для любого из этих постов, запустив анимацию при нажатии на кнопку «Скрыть мальчик», чтобы сообщение исчезло незаметно. Даже это не идеально с точки зрения анимации. Например, одна вещь, которую вы могли бы заметить, это то, что она подскакивает, как только сообщение исчезает. Если я спрячу сообщение номер 3, я спрячу его, и оно исчезнет. А сообщение номер 5 как бы очень резко подскакивает, чтобы занять его место. Чего бы мне хотелось, так это быть немного умнее, каким-то образом уменьшить размер поста после того, как он исчезнет, чтобы пост не встал на место, а встал на место немного более естественно. Итак, здесь есть еще кое-какие дополнительные вещи, с которыми я могу поиграть. Может быть, я хочу сказать, что хорошо, позволь мне сделать эту анимацию многосерийной. Итак, здесь вместо того, чтобы просто от 0% до 100% устанавливать непрозрачность от 1 до 0, возможно, в первых 75% анимации. Это позаботится о снижении непрозрачности, снижаясь с 1 до 0. Но в последних 25% анимации мы все равно закончим с непрозрачностью 0, но все, что создает вертикальное пространство, я хочу уменьшить до 0. Таким образом, высота должна быть 0 пикселей, высота строки, то есть высота текста, также должна быть 0 пикселей. И любые отступы, которые я хочу убрать. Оказывается, я добавил немного полей в нижней части поста, я хочу, чтобы это тоже исчезло. Поэтому я хочу установить для всех них значение 0, независимо от того, какими будут их начальные значения. Чтобы изначально высота составляла примерно 100% от того, какой могла бы быть высота. То же самое и с высотой линии, 100% от высоты родителя. Изначально у меня было 20 пикселей отступа и поле внизу в 10 пикселей. И я хочу, чтобы все это по-прежнему соответствовало действительности на протяжении 75% анимации. Но только в последних 25% анимации я хочу установить все эти свойства вертикальной высоты равными 0. Я хочу удалить всю высоту, удалить высоту строки, удалить все отступы. И в результате у меня теперь будет анимация, в которой на протяжении первых 75% анимации меняется только непрозрачность. Непрозрачность увеличивается с 1 полностью видимой до 0 полностью прозрачной. А затем на последних 25% анимации сообщение уже становится прозрачным. Вы его не видите, но оно все равно занимает физическое пространство на странице. Но сейчас мы уменьшим высоту этого поста, так что теперь вы вообще не сможете его видеть. Так что теперь, если я обновлю эту страницу, здесь снова будут все посты. Но теперь, если я нажму кнопку «Скрыть» на конкретном посте, мы увидим, что сначала он исчезнет, а затем его высота уменьшится. Так что следующий пост очень красиво встанет на свое место. Я могу сделать это снова. Спрячь пост, он прозрачный, а затем он встанет на место. И это опять же всего лишь приложение этой идеи C-анимации, использующее свойства анимации, чтобы сделать наши интерфейсы немного приятнее в использовании, немного понятнее визуально для пользователя. Этот один пост исчез, а остальные теперь прокрутились вверх, чтобы занять их место. Так что теперь мы можем использовать JavaScript для создания множества приятных пользовательских интерфейсов. Мы смогли создавать одностраничные приложения, создавать бесконечную прокрутку, а также создавать некоторые анимации и использовать JavaScript для управления ими. Но одна вещь, которую вы, возможно, осознаете на этом этапе, заключается в том, что наши приложения начинают становиться довольно сложными. Существует огромное количество кода на JavaScript, необходимого для одновременного управления множеством различных частей нашего приложения. И вы можете себе представить, что по мере того, как веб-страницы начинают усложняться и вы хотите сделать их более интерактивными и динамичными, потребуется много кода JavaScript для того, чтобы сохранить. Все происходит синхронно, чтобы быть уверенным в том, что все элементы обновляются в нужное время и так далее и тому подобное. И именно по этой причине в последние годы многие разработчики JavaScript обратились к некоторым библиотекам или фреймворкам JavaScript, которые позволяют более эффективно и эффективно создавать пользовательские интерфейсы, которые являются более интерактивными и более реактивными. И одним из самых популярных из них является фреймворк, известный как React. React — это библиотека JavaScript, которая
которая позволит нам создавать очень интерактивные пользовательские интерфейсы, в которых содержимое веб-страницы автоматически обновляется в зависимости от некоторого базового состояния. И вот что мы сейчас сделаем, так это вкратце ознакомимся с React, чтобы получить представление о том, как на самом деле могут работать подобные фреймворки, которые могут помочь нам в разработке некоторых интерактивных и полезных интерфейсов, с которыми пользователи смогут взаимодействовать. React в конечном счете основан на идее декларативного программирования, особого стиля программирования, который отличается от тех типов программирования, с которыми вы, возможно, знакомы. Более классических стилей программирования, таких как императивное программирование. В императивном программировании вы обычно отдаете компьютеру команды, указываете ему, что делать. Например, если бы у нас была эта программа счетчика раньше, и мы хотели бы обновить счетчик с одного числа на другое число. В представлении, подобном HTML-коду, который видит пользователь, мы бы включили что-то вроде заголовка, внутри которого просто цифра 0. И тогда логика императивного программирования приняла бы примерно такую форму. Это было бы примерно так. Хорошо, сначала выберите Document, Query Select H1, чтобы получить этот тег H1. Пойми, он есть в нашем HTML-коде. Синтаксический анализ, мы возьмем строку и преобразуем ее в целое число, и мы можем сохранить это внутри переменной, называемой нам, например. А затем, если я захочу увеличить его, я бы взял эту переменную нам и просто добавил к ней 1, число плюс равно 1, добавьте к нему 1. А затем, если я захочу обновить этот заголовок, чтобы заменить 0 на 1, например, тогда мне нужно будет сказать документ. Селектор запросов H1, установите внутренний HTML равным этому числу, например, для того, чтобы сказать: хорошо, число теперь равно 1. Давай замени это на видном месте. Но это изрядный объем кода для того, чтобы сделать что-то довольно простое, например, увеличить число на 1. И причина этого в том, что нам пришлось очень четко указывать, какие инструкции мы даем веб-браузеру. Мы предлагаем сначала взять символ H1, выяснить, какое число находится внутри него, добавить 1 к этому числу, а затем заменить его внутри этого тега. Декларативное программирование позволит нам просто описать, какое состояние должно отображаться на странице в какой форме. В декларативном программировании, на наш взгляд, как и в HTML-коде, который мы собираемся писать, мы просто скажем что-то вроде H1, а затем в фигурных скобках нам, что означает «заполните номер здесь». А вот так будет выглядеть синтаксис React. А затем логический код, если мы хотим увеличить это число на 1 таков. Нам просто нужно сказать, что число плюс равно 1. Прибавь 1 к этому числу. И результатом этого является то, что поскольку мы объявили, что внутри этого заголовка должно быть любое значение числа, когда мы увеличиваем значение числа, React фактически просто обновит представление, чтобы число также обновлялось. Таким образом, в этом и будет заключаться часть той силы, которую дает нам React. React позволяет нам разделить наше приложение на целую кучу различных компонентов, где компонент — это что-то вроде этой штуки, которая отслеживает какой-то подсчет вместе с кнопкой, которая может управлять им, а затем создавать этот компонент на основе некоторого базового состояния. Некоторые базовые переменные, которые отражают состояние приложения, что-то вроде текущего номера. И тогда мы сможем манипулировать этим состоянием, и когда мы будем манипулировать этим состоянием, это повлияет на то, что на самом деле видит пользователь. И React будет обрабатывать процесс обновления этого пользовательского интерфейса для нас. Есть несколько способов заставить React работать на нашей веб-странице, но самый простой, наверное, это просто включить эти 3 пакета JavaScript внутрь нашей веб-страницы. Итак, сначала мы включим саму React, которая станет библиотекой, которая позволит нам определить эти компоненты и то, как они себя ведут. Тогда это React DOM, специальный пакет, который позволит нам брать компоненты React и вставлять их в DOM, объектную модель документа, которая представляет структуру всей страницы. И, наконец, Babel станет пакетом, который мы будем использовать для перевода кода с одного языка на другой. Оказывается, когда мы пишем код React, мы на самом деле не собираемся писать JavaScript. Мы будем писать в расширении к JavaScript, известном как JIX. А JIX будет расширением к JavaScript, которое очень похоже на JavaScript, но обладает некоторыми дополнительными функциями. В частности, у него есть возможность эффективно позволить нам представлять HTML внутри нашего кода JavaScript таким образом, чтобы его было намного легче читать. И нам будет удобно с ним работать. Браузеры, с другой стороны, не понимают JIX автоматически, поэтому мы собираемся использовать такой инструмент, как Babel, для преобразования этого кода в простой JavaScript, который в конечном счете смогут понять наши веб-браузеры. Лучший способ получить представление о подобных вещах — это просто увидеть их в действии. Поэтому я создам пару приложений React, просто чтобы понять, как вы можете использовать React и в своих собственных приложениях. Так что давай начнем с того, что взглянем на React. HTML. А вот то, что у меня здесь есть, это начало HTML-страницы. Внутри раздела заголовок вы заметите, что я уже включил эти 3 тега сценария. И то, что делают эти теги сценариев,
это просто включение тех трех библиотек JavaScript, о которых мы говорили минуту назад. У меня есть заголовок для страницы, которая только что называлась React. А теперь давайте начнем заполнять текст этой веб-страницы. Я начну с того, что добавлю div, которому присвою идентификационный номер. Я назову это приложением, но я мог бы назвать это как угодно. Именно сюда и будет направлено наше приложение. Но прямо сейчас я просто оставлю его пустым. Задача React будет состоять в том, чтобы заполнить этот раздел содержимым нашего пользовательского интерфейса. А теперь под этим разделом я начну писать немного на JavaScript. Но помни, я собираюсь писать не JavaScript как таковой, а скорее JIX, расширение к JavaScript. Так что в этом случае мне нужно будет добавить дополнительный атрибут. Type равно text Babel, и все, что он делает, это сообщает моему браузеру, что ему нужно будет перевести этот код JIX в код JavaScript, который браузер действительно сможет понять, прежде чем он попытается запустить этот код. На практике, если бы вы разрабатывали реальное приложение, вам бы хотелось сделать этот перевод заранее до развертывания приложения. Но здесь мы просто будем переводить это на лету. И поэтому все наши приложения React будут состоять из компонентов, где компонент — это всего лишь какая-то часть пользовательского интерфейса моего веб-приложения. А для описания компонента я могу написать функцию на JavaScript. Поэтому я создам функцию под названием app, которая будет представлять этот компонент приложения. А что будет внутри этого компонента приложения? Ну что же, это функция, так что она должна что-то возвращать. И то, что она собирается возвращать, это то, что должно появиться внутри этого компонента. И этот компонент приложения на самом деле может быть просто, например, div с надписью «Привет», скажем. И вот тут-то действительно начинает проявляться мощь JIX. Здесь я могу написать синтаксис, подобный HTML, внутри своего кода JavaScript, и JIX сможет его понять. Итак, эта функция прямо здесь, функция под названием app, представляющая компонент React, и когда этот компонент будет отображен на моей веб-странице, он скажет «Привет». Итак, теперь в моем JavaScript осталась последняя строка, которая мне нужна для того, чтобы фактически отобразить этот компонент на странице. Для этого я скажу react_dom. Renda — первый аргумент этой функции react_dom. Renda — какой компонент я хотел бы визуализировать. Этот компонент — это компонент приложения, который я только что создал. Поэтому я буду говорить приложение, опять же используя этот HTML-подобный синтаксис. И тогда второй аргумент звучит так: где на странице я хотел бы отобразить этот компонент. И я хочу отобразить этот компонент прямо здесь, в строке 10, где у меня есть раздел, идентификатор которого приложение. Поэтому мне нужно будет добавить немного кода JavaScript, чтобы найти этот конкретный раздел. И для этого я могу просто сказать документ. Выберите запрос, а затем приложение, чтобы сказать, найдите элемент с идентификатором приложения, и именно там я хотел бы отобразить этот компонент приложения. Итак, сначала я создал этот пустой div, а затем определил эту функцию, представляющую компонент React. А затем после этого мы будем визуализировать этот компонент внутри самой HTML-страницы. Так что теперь, если бы мы открыли браузер и посмотрели, как на самом деле выглядит эта страница, я сделаю текст немного больше. Вы увидите, что мы действительно видим слово «Привет». А если я внесу изменения в компонент и обновлю страницу, то это приведет к изменению и самой страницы. Так что если вместо этого в компоненте отобразится надпись «Привет, мир», то я обновлю страницу, и на странице теперь тоже будет написано «Привет, мир». И поскольку это JavaScript, я могу добавить код JavaScript в функцию точно так же, как я мог бы с любой функцией в JavaScript. Представь, например, что у меня есть несколько переменных, таких как. Давайте создадим переменную x, которая равна 1, и переменную y, которая равна 2. Внутри этого div, вместо того, чтобы просто отображать какой-то текст, я могу использовать фигурные скобки, чтобы указать значение какого-либо выражения JavaScript. Я мог бы вставить значение x плюс y, например, и теперь, включив x плюс y в эти фигурные скобки, JavaScript оценит, что такое x плюс y, и вместо этого отобразит это внутри div. И вот теперь, когда я обновляю страницу, вы видите, что на ней просто написано 3, например. Вот и все основы React. Мы создаем эти компоненты, а затем визуализируем их, и все это с использованием возможностей JavaScript. Но именно тогда React начинает становиться более мощным, когда мы можем повторно использовать компоненты. Вся идея компонента в том, что он представляет собой какую-то часть пользовательского интерфейса, и я мог бы повторно использовать один и тот же компонент в нескольких частях интерфейса. Представьте себе, например, что внутри моего компонента приложения я собирался отобразить div с 3 заголовками, каждый из которых гласил «Привет». Итак, вот один заголовок, вот еще один, и мы добавим туда еще и третий. Итак, у меня есть раздел с 3 заголовками внутри,
и мы можем посмотреть, как это выглядит. Каждый из них говорит «привет». Но здесь есть некоторые повторы. Мне приходится использовать этот тег h1 3 раза, и все это для того, чтобы создать на странице точно такой же элемент пользовательского интерфейса. Это тот случай, когда я могу создать отдельный компонент, а затем просто повторно использовать этот компонент, вместо того, чтобы повторяться несколько раз. Так как же я мог это сделать? Ну и помни, что в JavaScript мы можем написать функцию для представления компонента React. Поэтому я добавлю сюда еще одну функцию и назову ее hello, потому что она будет представлять этот компонент hello. И эта функция приветствия тоже что-то вернет. И то, что она вернет, это заголовок h1, который просто говорит привет. И вот теперь внутри моего компонента приложения, вместо того, чтобы визуализировать три отдельных h1, я могу немного упростить это, просто сказав привет. Вот я говорю, давай отрисовывай компонент hello здесь, отрисовывай второй и третий после этого. Каждый раз, когда я отрисовываю компонент hello, он будет отображаться в виде этого заголовка, в котором просто написано «Привет». Поэтому я обновляю страницу, и ничего не меняется. Я по-прежнему вижу три заголовка, в каждом из которых написано «Привет». Потому что внутри моего компонента приложения я трижды отрисовываю этот компонент «Привет», и каждый раз он будет отображать этот h1. Но компоненты начинают становиться более мощными, когда они не всегда отображают одну и ту же информацию каждый раз, но когда мы можем параметризовать эти компоненты с помощью свойств. Или, как их упрощает React, реквизит, сокращение от свойств. Так что же бы это значило? Мы видим, что HTML-элементы могут принимать атрибуты. Точно так же компоненты React могут принимать свойства, в которых, возможно, я не просто хочу поздороваться, но я хочу поздороваться с кем-то, например, с Гарри, Роном или Гермионой. Чтобы я мог сказать «привет, имя равно Гарри», используя синтаксис, очень похожий на атрибуты HTML. Затем здесь я говорю «привет, имя равно Рон». А затем, наконец, «привет, имя равно Гермиона». И вот теперь мой компонент hello принимает этот реквизит, это свойство, называемое именем, которое отличается для всех трех этих компонентов. И вот теперь внутри этой функции hello я хотел бы, чтобы функция hello использовала преимущество этих свойств, этих реквизитов. И поэтому я собираюсь добавить аргумент в функцию hello. Этот аргумент обычно называется просто реквизитом. А теперь вместо того, чтобы просто сказать привет, я собираюсь сказать привет через запятую. А затем запомни, чтобы вставить значение в JavaScript, я использую фигурные скобки. А внутри этих фигурных скобок я могу написать точку, а затем любое другое название свойства. В данном случае название свойства — это просто название. Так что я могу сказать props name, чтобы сказать, каково бы ни было название реквизита, просто подключите его прямо здесь, внутри компонента привет. Таким образом, компонент привет будет произносить привет через запятую, а затем чье-то имя. Так что я могу сохранить это и обновить страницу. И теперь я вижу привет, Гарри, привет, Рон, и привет, Гермиона. Три разных компонента, каждый из которых по-прежнему является просто компонентом привет, но мы визуализируем его с разными реквизитами, один раз с именем Гарри, один раз с именем Рон и один раз с именем Гермиона. Именно здесь компоненты могут начать немного отличаться друг от друга. Передавая в эти компоненты различные реквизиты, мы можем решить, как этот компонент в конечном итоге будет отрисовываться. Но давайте добавим к этому еще немного и начнем добавлять состояние в наши компоненты React. А состояние будет означать любые данные, которые мы хотим хранить внутри самого компонента. И для этого давайте попробуем воссоздать приложение счетчика, которое мы создали, когда впервые представили JavaScript, где мы на самом деле просто создавали кнопку, которая позволяла вам считать, и она отсчитывалась от 0, 1, 2, 3, 4 и так далее. Для этого давай создадим новый файл. Я создам новый файл и просто назову его counta HTML. И мы можем начать просто с копирования содержимого React HTML в нашу counta HTML файл. Мы по-прежнему будем использовать те же теги сценариев, и у нас все еще может быть компонент приложения, но то, что будет внутри этого компонента приложения, будет немного отличаться. Я изменю название страницы на счетчик, а не реакция. Так что же находится внутри компонента приложения? Ну, если мы собираемся произвести этот подсчет, нам нужен div, который будет отображать число, до которого мы в данный момент досчитали, что-то вроде 0 для начала. И еще нам понадобится кнопка. На этой кнопке будет просто цифра call, которая будет надписью для этой кнопки. Итак, значок с надписью 0 и кнопка с надписью call. А теперь, если я открою counta HTML, я сделаю его немного больше. Вы можете видеть, что у меня здесь есть цифра 0 и кнопка с надписью «Считай». Конечно, прямо сейчас нажатие на кнопку ничего не делает,
потому что я не написал никакого кода JavaScript, чтобы сказать, что должно произойти при фактическом нажатии на эту кнопку. Но прежде чем мы перейдем к делу, давай немного изменим эту программу. Прямо сейчас я вписал цифру 0 прямо в сам раздел, но это не всегда будет 0. В конце концов, когда я начну считать, нажав на эту кнопку подсчета, это число изменится. Так что сейчас я собираюсь разложить этот 0 на так называемое состояние внутри моего компонента React. И вот здесь один из способов создать состояние в моем компоненте React — это использовать специальную функцию внутри React, называемую useState. Это один из примеров крючка React, который позволяет мне добавить некоторые дополнительные функциональные возможности в мой компонент React. И аргументом для React useState будет начальное значение этого состояния. Я собираюсь начать отсчет, и я хочу начать отсчет с числа 0, поэтому я собираюсь включить число 0 в качестве аргумента этой функции useState. Итак, мы начнем отсчет с 0. И то, что возвращает эта функция useState, на самом деле представляет собой массив из двух вещей. Это будет переменная, которой я могу дать имя, я назову ее count, а также функция, которую я собираюсь назвать setCount. И эта функция позволит мне установить значение для состояния, если мне когда-нибудь понадобится изменить состояние в какой-то момент в будущем. Так что эта функция useState принимает 0, начальное состояние, в качестве своего аргумента. И тогда я получаю обратно две вещи. Я получаю саму переменную состояние, называемую count, и я получаю функцию для изменения этого состояния, когда мне это нужно. Так что теперь вместо того, чтобы отображать 0 внутри div, просто написав число 0, я собираюсь вместо этого в фигурных скобках продолжить и отобразить любое значение count. Поначалу оно будет равно 0, но со временем это число может измениться, и я хочу, чтобы мой пользовательский интерфейс отражал изменения в базовом состоянии. Так что прямо сейчас, если я обновлю страницу, на ней все равно будет указано 0, потому что начальное состояние было установлено на 0, но я мог бы это изменить. Если бы изначально это начальное состояние было каким-то другим значением, я мог бы обновить страницу и вместо этого увидеть другое значение для подсчета. Каким бы ни было значение этой переменной count в состоянии, это будет то, что увидит пользователь, когда посмотрит на мой пользовательский интерфейс и когда увидит мой компонент. А теперь давай заставим эту кнопку действительно что-то делать, потому что прямо сейчас цифра никогда не меняется. Для этого я могу добавить обработчик onClick. И обратите внимание на одно различие между onClick в React и onClick в том виде, в каком мы традиционно использовали его в JavaScript. Я использую это слово с заглавной буквой C. И это просто обычное соглашение React, когда мы определяем обработчики событий. А вот здесь я напишу onClick, а затем в фигурных скобках напишу название функции, которую я хотел бы запустить при нажатии на эту кнопку. И я могу называть эту функцию как угодно. Я назову ее, например, updateCount. А теперь мне нужно определить функцию под названием updateCount. И я собираюсь определить эту функцию внутри этого компонента React, внутри функции моего приложения. Оказывается, в JavaScript у вас могут быть функции, которые определены внутри других функций. Поэтому я определю эту функцию, которая называется updateCount, и что я хочу, чтобы функция updateCount делала. Ну а что бы я хотел сделать, так это просто увеличить количество обновлений на 1. И ты можешь подумать, что я мог бы сделать это, просто сказав, что количество равно количеству плюс 1, но оказывается, в React это сделать не совсем так. В React всякий раз, когда я использую это состояние пользователя, если я хочу изменить состояние, я должен использовать эту функцию, которую предоставляет мне useState. Всякий раз, когда я хочу установить новое значение состояния. Поэтому вместо того, чтобы считать равным count плюс 1, я должен использовать функцию setCount, и аргументом для setCount будет значение count плюс 1. Итак, setCount — это функция, которая изменит базовое состояние внутри моего компонента, и аргумент в том, каким должно быть новое состояние. И в этом случае это будет просто счет плюс 1 на единицу больше, чем было до этого. Так что я могу сохранить это значение. И я продолжу и обновлю страницу. Оно начинается с 0, но каждый раз, когда я нажимаю на эту кнопку подсчета, вы заметите, что число увеличивается на единицу. И опять же у меня нет кода, в котором говорилось бы: зайдите в раздел и измените все, что находится внутри него. Все, что у меня есть внутри этого раздела, это ссылка на счетчик переменных состояния. И всякий раз, когда меняется состояние, JavaScript и в свою очередь React знают, что React нужно сделать, это воссоздать этот компонент. Повторно отобразить компонент, отобразив новое значение этой переменной состояния. А затем, когда кнопка нажата, мы можем запустить эту функцию, чтобы изменить значение этого базового состояния. Таким образом, используя преимущества этих компонентов React с состоянием, мы можем начать представлять информацию внутри наших компонентов. А затем определить, что наш компонент будет отображать как. Просто представив HTML в терминах этого базового состояния. Мы решаем, как нам следует использовать это состояние для того, чтобы отрисовывать
использовать интерфейс, который в конечном счете увидит пользователь. Так что давайте теперь попробуем собрать эти фрагменты воедино и создать веб-приложение, которое использует эти возможности React для определения состояния и управления этим состоянием, а также, в свою очередь, для обновления пользовательского интерфейса на основе изменений, происходящих с этим базовым состоянием. И мы создадим приложение, которое будет просто отображать пользователю несколько простых математических вопросов и опрашивать его, например, по некоторым базовым фактам сложения. Так что давайте создадим это приложение. Я создам новый файл и назову его Addition. HTML. И внутри Addition. HTML я начну снова, просто скопировав содержимое этого аккаунта. HTML файл, потому что фреймворк, структура этой страницы будут аналогичны. Но я пойду дальше и разберусь с тем, что находится внутри моего компонента приложения, по крайней мере на данный момент. Итак, что бы я хотел, чтобы мой компонент приложения отображал? Ну что же, давайте сделаем рендеринг div. И если я захочу создать приложение, которое будет задавать пользователю несколько математических вопросов, а затем предлагать пользователю ввести ответ, мне понадобится по крайней мере две части этого пользовательского интерфейса. Мне понадобится место для отображения ответа на вопрос о факте сложения, например, что равно 1 плюс 2. И тогда мне понадобится поле ввода, в котором пользователь может ввести свой ответ на этот вопрос, а затем посмотреть, правильно ли он понял вопрос или нет. Итак, внутри div я начну с создания div, в котором отображается сам вопрос, что-то вроде 1 плюс 2. А затем под ним я просто добавлю поле для ввода. Со временем мы добавим что-то еще в этот пользовательский интерфейс, но пока все, что нам действительно нужно, это div, отображающий математический вопрос. И ввод данных, чтобы пользователь мог ввести свой ответ. Так что теперь, если я пойду дальше и перейду к Addition. HTML, вот что я вижу. Я сделаю его немного больше. Я вижу 1 плюс 2, а затем поле ввода, в котором пользователь может начать вводить свой ответ. Но так же, как мы делали это раньше, я не хочу буквально вписывать цифры 1 и 2 в то, что я возвращаю. Вместо этого я хочу, чтобы эти цифры 1 и 2 основывались на каком-то базовом состоянии внутри моего приложения. Приложение будет поддерживать состояние о том, какие два числа нужно сложить вместе, а затем оно будет отображать пользовательский интерфейс, основанный на этом состоянии. Так что же мне здесь делать? Ну, единственное, что я мог бы сделать, это снова использовать React. useState, начать это число с 1 и, возможно, вызвать это число 1, а затем функцию для установки числа 1. И тогда я мог бы сделать это снова. Давай создадим нам2 и установим значение нам2 как React. useState 2. И у меня могли бы быть две разные части состояния, нам1 и нам2, каждая из которых имеет свою функцию setNum1 и setNum2, каждая из которых представляет два разных числа, которые я хотел бы сложить вместе. Но это уже начинает запутываться, и со временем, по мере того, как я добавляю в приложение все больше различных элементов состояния, как мы увидим через мгновение, состояние может начать становиться все более и более сложным, с все большим количеством различных функций и переменных. Поэтому часто бывает полезно, и это обычная практика в React, объединить несколько фрагментов состояния только в один объект JavaScript, который поддерживает все различные фрагменты состояния для данного конкретного компонента. И для этого я снова воспользуюсь React. useState. Но вместо того, чтобы изначально задавать состояние в виде числа типа 1 или 2, вместо этого это будет объект JavaScript с ключами и значениями, где я мог бы сказать, что пусть нам1 будет числом 1, а нам2 числом 2. Это очень похоже на словарь в Python, например, где у меня есть несколько разных значений нам1 и нам2, все вместе внутри одного и того же объекта. И я могу вызвать это состояние и иметь переменную и функцию, называемую setState, которая будет обновлять значение этого состояния. И поэтому вместо того, чтобы иметь все эти разные переменные, я могу немного упростить, чтобы просто указать состояние и функцию для установки состояния. И теперь у состояния есть эти две разные части, номер 1 и номер 2. И вот теперь вместо того, чтобы буквально переводить цифру 1, используя фигурные скобки, я могу сказать state нам1. И вместо того, чтобы буквально отражать цифру 2, я могу сказать state нам2, опираясь на это состояние, чтобы решить, как оно будет отображаться внутри пользовательского интерфейса. И поэтому прямо сейчас страница выглядит точно так же. Но если бы я изменил эти начальные значения состояния, может быть, сделал бы их 2 и 4, например, а затем обновил страницу. Теперь она отображается как 2 плюс 4. И это очень кстати. Теперь у нас есть пользовательский интерфейс, в котором цифры указаны в зависимости от штата. Но теперь я хотел бы добавить возможность отслеживать то, что ввел пользователь, чтобы мы могли определить, правильно ли пользователь ввел ответ на эту математическую задачу. И как же мне это сделать? Ну что же, состояние представляет собой любую информацию, которую нам нужно отслеживать внутри этого компонента. И поэтому в дополнение к хранению двух чисел внутри штата мне, вероятно, также нужно отслеживать третью часть информации, которая является ответом.
что пользователь ввел в это текстовое поле. И поэтому мы добавим третью часть состояния, называемую ответом, которая изначально будет просто пустой строкой. В ней просто ничего не будет. А затем в это поле ввода я введу значение, и это значение будет состояние. Ответ. Все, что пользователь ввел в качестве ответа, хранится внутри состояния, и это будет значением того, что отображается в поле ввода. Таким образом, все, что находится в поле ввода, будет иметь доступ к нему внутри этой переменной state, response. Но есть проблема, и вот в чем проблема. Я попробую обновить страницу, я зайду в это текстовое поле. И давай предположим, что я знаю ответ. Я знаю, что 2 плюс 4 равно 6. Сейчас я нажму 6 на клавиатуре. Но когда я нажимаю 6 на клавиатуре, ничего не происходит. Цифра 6 появляется внутри текстового поля, даже несмотря на то, что я нажимаю клавишу на клавиатуре. Так почему же это так? Почему текстовое поле не обновляется? Ну, причина в том, что значение поля ввода, независимо от того, что появляется в поле ввода, является этим значением state. Response, а state. Response всегда является пустой строкой и никогда не меняется, чему равно state. Response. И поэтому мне нужно это немного изменить. Мне нужно добавить в качестве атрибута это поле ввода при изменении, то есть, когда поле ввода изменится, мне нужно будет что-то сделать. И я вызову функцию, которую я могу вызвать updateResponse. Но опять же, я мог бы называть эту функцию обновление как угодно. Это всего лишь название функции, которая будет запускаться всякий раз, когда что-то изменится в поле ввода. Так что позволь мне теперь определить эту функцию ответа на обновление. Я определю функцию, которая будет называться ответ на обновление. И поскольку это обработчик событий, он может принимать аргумент, которым является само событие, тот факт, что что-то изменилось внутри поля ввода. И когда у меня появляется доступ к этому событию, оказывается, что если я захочу выяснить, что именно пользователь ввел в поле ввода, я могу сделать это с помощью event target value. И я узнал бы об этом, только взглянув на документацию. Но мне бы хотелось, чтобы новым значением для этого ответа было значение event target value. И поэтому я хотел бы сделать что-то вроде этого, установить состояние. А какой должна быть новая ценность государства? Ну, я бы хотел, чтобы ответ больше не был пустой строкой, а теперь был событием, целевым значением. И это будет новое значение для ответа. Но я еще не совсем закончил, потому что ответная реакция – это не просто одна из частей государства. В штате также есть номера 1 и 2, и эти две части на самом деле не меняются. Так что я мог бы сказать, хорошо, номер 1 просто останется тем же штатом, каким был номер 1. Это ничего не меняет. А номер 2 останется тем же штатом, каким был номер 2. Это ничего не меняет. Единственное, что меняется, это реакция. Но это начинает становиться немного многословным, и особенно если я начну добавлять все больше и больше различных элементов в состояние, то мне будет трудно управлять этим, если я буду постоянно это делать. Мне приходится повторяться для всех частей штата, которые не меняются. В идеале я хотел бы просто указать те части штата, которые изменятся, и игнорировать все остальное. Поэтому один из сокращенных способов сделать это в JavaScript – использовать так называемый оператор распространения. И выглядит это примерно так. Точка, 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 а затем состояние. И это означает, что просто используйте существующие значения состояния для всего остального, например, нам1 и нам2. Единственное, что нужно переопределить, это новое значение для ответа. Таким образом, этот синтаксис – мой способ сказать, что я хотел бы обновить состояние. Все должно остаться прежним, за исключением ответа, который теперь будет иметь значение event target value, другими словами, независимо от того, что пользователь ввел в это поле ввода. Поэтому я продолжу и обновлю страницу, и теперь, если я введу число, например, 6, вы действительно увидите, как это число появится в поле ввода. Здорово, что теперь мы вывели на экран вопрос, в котором номера хранятся в штате, и пользователь может ввести ответ, в котором этот ответ также хранится в штате. А теперь я бы хотел, чтобы когда пользователь нажимает клавишу Enter на своей клавиатуре, мы проверяли, правильно ли он ответил или неправильно. И как же мне это сделать? Ну что же, первое, что мне нужно сделать, это в этом поле ввода каким-то образом определить, когда нажата та или иная клавиша. Когда нажата та или иная клавиша, я бы хотел проверить, была ли это клавиша ввода. И если это была клавиша ввода, то давайте продолжим и проверим, какова фактическая сумма двух чисел, и посмотрим, правильно ли пользователь понял это или нет. Так что давай добавим обработчик событий. OnKeyPress будет чему-то равен. Опять же, я могу назвать эту функцию как угодно. Я назову ее InputKeyPress,
но опять же я мог бы назвать ее как угодно. А теперь давайте определим эту функцию input_keyPress. Итак, выше я собираюсь определить эту функцию под названием input_keyPress. Опять же она принимает это событие в качестве аргумента. И это событие произойдет в любой момент при нажатии клавиши, независимо от того, будет ли это буква, цифра или клавиша ввода. И поэтому я хочу проверить, действительно ли эта клавиша является клавишей ввода. Это единственный раз, когда я хочу сейчас проверить, правильно ли они ответили на вопрос или неправильно. Поэтому мы добавим сюда условие. Это всего лишь JavaScript, так что я могу сказать, если произойдет событие. Клавиша равна вводу, ну что же, тогда давай проверим. А в остальном нам ничего не нужно делать. Мне здесь не нужен прецедент else, потому что ничего не должно произойти, если только на самом деле не была нажата клавиша Enter. А теперь как мне проверить, правильно ли пользователь ответил или неправильно? Ну что же внутри штата? Нам 1 это первое число, а внутри штата нам 2 второе число. Так что у меня могло бы быть условие, которое проверяло бы, равно ли значение state. Нам 1 плюс значение state. Нам 2 значению state. Респонс, которое пользователь ввел в поле ввода. Но это не совсем работает, потому что state. Респонс — это строка. Пользователю не обязательно вводить цифры. Вполне возможно, что пользователь собирается ввести вместо них какие-то буквы, например, или другие символы. И поэтому сначала я собираюсь преобразовать ответ в целое число, если мы в состоянии это сделать. Поэтому я собираюсь определить переменную с именем answer с помощью функции JavaScript parseInt, которая принимает строку и пытается преобразовать ее в целое число. Итак, мы собираемся проанализировать состояние int response. А теперь мы можем проверить. Если число 1 плюс число 2 равно ответу, то это означает, что пользователь правильно задал вопрос. А в противном случае, если сумма не равна ответу, это означает, что пользователь неправильно задал вопрос. И поэтому теперь все, что я мог бы сделать, это разобраться с этими двумя разными сценариями. В одном случае пользователь правильно задал вопрос, и мы должны что-то сделать, а в другом случае пользователь неправильно задал вопрос, и мы должны сделать что-то еще. И мы принимаем это решение, глядя на состояние приложения, глядя на то, какие два числа мы должны добавить, и глядя на то, что пользователь ввел в качестве своего ответа. Так что же нам делать, когда пользователь правильно или неправильно задает вопрос? Ну что же, может быть, эта игра позволит вести счет, сохраняя количество правильных ответов на многие вопросы пользователя. И каждый раз, когда пользователь правильно задает вопрос, мы можем увеличивать этот балл на 1. И каждый раз, когда пользователь задает неправильный вопрос, мы можем уменьшить этот балл, например, на 1. Так как же нам это сделать? Ну что же, оценка — это какая-то часть состояния внутри приложения, и поэтому нам нужно будет добавить что-то к этому состоянию. Прямо сейчас в состоянии мы храним цифру 1, цифру 2 и ответ. Я добавлю к этому балл, в котором оценка будет начинаться всего с 0. И мы сможем отобразить этот балл на странице. Если я прокручу страницу вниз до того места, где мы возвращаем div для рендеринга, давайте добавим еще один div с указанием оценки. А затем, используя фигурные скобки, вставим любое значение state, score. Каков бы ни был результат, давайте определим это по состоянию здоровья и отобразим в пользовательском интерфейсе. Так что теперь в этом пользовательском интерфейсе отображаются не только вопрос и поле ввода, но и оценка. И оценка начинается просто с цифры 0. Так что давай теперь вернемся к этой функции. При нажатии клавиши, если это клавиша ввода, давай проверим, правильно ли они ответили или неправильно. Мы проверяем, действительно ли пользователь правильно задал вопрос. Если да, то что нам следует делать? Ну что же, нам следует увеличить балл. И как нам это сделать? Мы делаем это, вызывая функцию setState. Все состояния будут одинаковыми, поэтому используйте оператор распространения состояния ... Единственное отличие состоит в том, что оценка будет равна штату. Оценка плюс 1. Поэтому мы обновляем штат, чтобы увеличить оценку на 1 балл. И если пользователь неправильно ответит на вопрос, давайте установим для состояния значение ... и тогда оценка будет равна состоянию. Оценка минус 1 балл. Так что если пользователь правильно ответит на вопрос, мы увеличим оценку на 1 балл. В противном случае мы уменьшим оценку на 1 балл. И давайте проверим это, чтобы увидеть, как это выглядит на самом деле, когда мы попробуем это сделать в пользовательском интерфейсе. Я обновлю страницу 2 плюс 4. Если я введу правильный ответ 6 и нажму кнопку «Возврат», оценка увеличится на 1. Если я введу неправильный ответ, скажем 8, нажму кнопку «Возврат», оценка уменьшится на 1.
Так что, похоже, это сработает. В зависимости от того, правильно я понял вопрос или неправильно, оценка может обновляться, увеличиваясь или уменьшаясь в зависимости от результата этого условия. Так вот, в этой игре довольно легко набрать высокий балл прямо сейчас, потому что я могу просто продолжать нажимать кнопку возврата снова, и вопрос никогда не меняется. Мой ответ уже готов. И поэтому счет идет все выше и выше. Так что давай сделаем игру немного интереснее. Каждый раз, когда пользователь правильно задает вопрос, давайте выводить на экран новый вопрос, на который он должен ответить. И как бы мы это сделали? Ну а вопрос, который отображается пользователю, основан на двух основных элементах состояния компонента. Он основан на файле state. Нам 1 и на файле state. Нам 2. Так что если я захочу изменить вопрос, все, что мне нужно сделать, это когда пользователь правильно ответит на вопрос, и я обновлю состояние. Вместо того, чтобы обновлять только оценку, давайте также обновим нам 1 и нам 2. Я мог бы установить для них конкретные значения, например, 5 и 10, но давайте сделаем это более интересным и будем каждый раз отображать случайное число. Мы сгенерируем случайное число, и таким образом пользователь будет складывать два случайных числа вместе каждый раз, когда он правильно ответит на новый вопрос. Как нам сгенерировать случайное число? Ну, математика. Random — это функция JavaScript, которая генерирует случайное число от 0 до 1. Мы можем умножить его на 10, так что теперь мы получаем число от 0 до 10. Но мы не хотим, чтобы в этом числе появлялись какие-либо десятичные дроби. Так что мы возьмем верхний предел числа, математически скажем, если бы число было, например, 5,8, мы просто округлим его до 6, например. И мы сделаем то же самое для номера 2. Мы возьмем потолок по математике. Случайное умножение на 10. Поэтому каждый раз, когда пользователь правильно ответит на вопрос, мы будем обновлять числа 1 и 2, чтобы они были новыми случайными числами, сгенерированными точно так же. Так что давай вернемся назад и попробуем еще раз. Мы видим 2 плюс 4. Я набираю правильный ответ 6, и вопрос меняется. 8 плюс 5. Я набираю правильный ответ. Нажимай кнопку возврата. Мой балл увеличивается, и вопрос снова меняется. На этот раз, если я получу неправильный ответ, например, наберу 10 баллов, наблюдай, как мой балл уменьшается. Он снизился с 2 до 1, но суть вопроса не изменилась. Теперь у меня есть еще одна возможность попытаться ответить на этот вопрос. И когда я отвечаю на него правильно, оценка снова увеличивается с 1 до 2. Так что эта игра начинается прямо сейчас. Она отслеживает мой результат, отображает различные вопросы. Прямо сейчас есть по крайней мере одна особенность пользовательского интерфейса, и это тот факт, что в тот момент, когда я правильно задаю вопрос и нажимаю возврат. Я набираю 6 и нажимаю возврат. 6 все еще остается там. В идеале у меня должен быть новый вопрос. Я бы хотел очистить текст ответа, чтобы пользователь мог просто ввести любой новый ответ, а не удалять все, что он ввел ранее, а затем вводить новый номер. Так как же мы могли бы это сделать? Сбросить все, что находится внутри поля ввода. Ну а то, что введено в поле ввода, хранится внутри состояния моего компонента. Оно хранится внутри состояния. Ответ. И поэтому, если бы я захотел это изменить, все, что мне нужно было бы сделать, это сказать: давай изменим ответ на пустую строку. Когда пользователь правильно ответит на вопрос, мы обновим эти два числа, увеличим оценку, а также очистим ответ, чтобы это была просто пустая строка. И я могу сделать то же самое, если пользователь неправильно задаст вопрос, уменьшить оценку на 1, но также убрать этот ответ обратно в пустую строку, чтобы там ничего не было. И вот теперь мы получаем вопрос, я набираю ответ, нажимаю возврат, и поле ввода очищается, я получаю новый вопрос, и оценка увеличивается на 1. 4 отдельных элемента состояния меняются одновременно, и это отражается в пользовательском интерфейсе, который я теперь могу видеть. Поэтому я ввожу другое значение, и оценка увеличивается, и все снова обновляется. Хорошо, так что это определенно прогресс. Еще одна особенность пользовательского интерфейса, которую я заметил здесь, заключается в том, что поле ввода по умолчанию не выбирается автоматически, где мне нужно было бы зайти, и нажать на поле ввода, чтобы выделить его, чтобы я мог начать вводить свой ответ. Я могу довольно легко это исправить, если прокручу страницу вниз до того места, где находится поле ввода. Мы добавим атрибут автофокусировки и просто установим для него значение true, чтобы поле ввода автоматически фокусировалось при первой загрузке страницы. Так что теперь я обновляю страницу. Поле ввода уже выделено, и я сразу же могу начать пытаться играть в эту игру. Итак, теперь, когда у нас работает базовая функциональность этого приложения, давайте попробуем улучшить C, чтобы игра выглядела немного приятнее. Я прокручу страницу до верха и добавлю текст-стили в раздел заголовка моей HTML-страницы. И я бы хотел, чтобы все это приложение располагалось по центру, поэтому я скажу, что выравнивание текста должно быть по центру. И я собираюсь установить семейство шрифтов без засечек,
потому что я предпочитаю этот шрифт для данной конкретной игры. Поэтому я обновил страницу, и теперь все по центру, а шрифт отличается от того, что был по умолчанию. А что еще я хотел бы изменить? Ну вот и вся проблема. 2 плюс 4. Может быть, мне бы хотелось, чтобы он был больше. Я бы хотел, чтобы проблема была большой, а оценка под ней оставалась бы такой же, как сейчас. Так как же мне это сделать? Хорошо, если я вернусь к HTML-коду здесь, я продолжу и дам этот div, где я отображаю проблему, номер 1 плюс номер 2, я дам ему идентификатор проблемы. А затем, если я прокручу страницу назад вверх, я скажу для элемента с идентификатором проблемы. Давайте установим размер шрифта, например, 72 пикселя, просто чтобы сделать его больше. И вот теперь я вижу большое математическое уравнение, например, 2 плюс 4, поле ввода, а затем меньший балл под ним. Так что это небольшое улучшение пользовательского интерфейса, и теперь я могу играть в игру, правильно задавать вопросы, и оценка увеличивается. Если я задам неправильный вопрос, мне придется попробовать еще раз. Но может быть, я хотел бы предложить больше визуальных указаний на то, что пользователь неправильно понял вопрос. Может быть, в любой момент, когда пользователь неправильно задаст вопрос, я хотел бы изменить цвет этого текста. Вместо черного он должен быть красным, когда пользователь неправильно задаст вопрос. И как мне это сделать? Ну что же, мы можем изменить цвет чего-либо, просто используя C. Если бы у нас был класс, который назывался бы неправильным, например. Если я прокручу страницу вниз и дам этому div имя класса, как вы добавляете класс в React, конечно, неправильно. Тогда я мог бы использовать это имя класса, чтобы сделать его красным или не красным. Чтобы я мог сказать все, что относится к классу неправильных, давайте раскрасим это в красный цвет. И вот теперь, поскольку я присвоил этой задаче класс неправильных и сказал, чтобы весь неправильный текст был красным, теперь мы видим, что этот текст отображается красным. Но это опять же не совсем то, чего я хочу. Я не хочу, чтобы оно все время было красным. Я хочу, чтобы оно было красным только тогда, когда пользователь только что неправильно задал вопрос, когда он просто неправильно ответил на математический вопрос. И как же я могу представить эту информацию внутри своего приложения? Ну что же, мне понадобится какой-нибудь дополнительный штат. Штат, опять же, это любая информация, которую мне нужно отслеживать внутри моего компонента. И теперь мне кажется, что в дополнение к ответу, оценке и цифрам я также хочу отслеживать, ответил ли пользователь на вопрос неправильно или нет. Так что я добавлю еще один кусочек в бюджет штата. Я назову это неправильным. И поначалу оно будет ложным. Они не просто поняли что-то неправильно. А теперь вот здесь, если я прокручу страницу вниз до этого имени класса, то вместо того, чтобы оно все время было неправильным, позвольте мне добавить выражение в фигурных скобках. Я скажу, что если значение state wrong верно используя троичный оператор со знаком вопроса, то класс должен быть неправильным. Но в остальном в нем не должно быть класса некорректных. Это будет просто пустая строка. И поэтому это выражение здесь позволяет мне изменить класс HTML элемента в зависимости от базового состояния. Если значение state incorrect равно true, то этот div будет иметь класс неверный, а в противном случае нет. И поэтому теперь, когда я загружаю страницу в первый раз, текст отображается черным цветом. И что мне нужно сделать? Так это когда пользователь неправильно задает вопрос, мне нужно изменить состояние, чтобы указать, что он просто неправильно задал вопрос. Как мне это сделать? Ну а вот и вызов setState, когда пользователь неправильно задает вопрос. И в этом случае я пойду дальше и установлю значение неверно равным истине. А когда пользователь правильно ответит на вопрос, мы продолжим и установим значение неверно равным ложь. Мы изменяем этот дополнительный элемент состояния в зависимости от того, правильно или неправильно ответил пользователь на вопрос. Так что теперь, если я загружу страницу, правильно отвечу на вопрос, оценка увеличится, и я получу новый вопрос. Но если я неправильно отвечу на вопрос и нажму «Возврат», вы заметите, что оценка уменьшается, поле ввода очищается, а текст меняет цвет. Потому что я изменил значение этой неправильной части базового состояния, и на основании этого мы смогли увидеть изменение цвета текста. Если я сейчас правильно задам вопрос, нажмите кнопку «Возврат», цвет текста снова изменится на черный, оценка увеличится. А теперь давайте добавим одну заключительную часть состояния или одно заключительное изменение в пользовательский интерфейс этого приложения. Давай дадим мне способ выиграть эту игру. Может быть, как только я наберу 10 баллов, правильно ответив на 10 вопросов, мы выиграем игру. И как мне это сделать? Хорошо помни, что каждый компонент React может быть просто функцией JavaScript. И эта функция просто немедленно возвращает этот div, но это функция, так что я могу добавить к ней дополнительную логику. Я могу сказать, что если, например, state
score равен 10, то вместо того, чтобы отображать старый div, давайте вернем новый div. Этот div просто отобразит что-то вроде «ты выиграл». И чтобы я мог придать ему стиль, я дам ему идентификатор. Этот идентификатор будет победителем. И если идентификатор победителя, давайте сделаем размер шрифта 72 пикселя, а цвет зеленым, если я выиграю. Поэтому я добавил немного C, просто чтобы стилизовать его, но на самом деле единственная новая логика находится ниже, где я здесь говорю «проверьте состояние». Если счет равен 10, что же, это означает, что мы победили, поэтому вместо того, чтобы возвращать новую задачу, просто верните div, в котором говорится, что вы выиграли игру. Так что давай попробуем сделать это сейчас, когда я получу ответы на эти вопросы. Каждый раз, когда я отвечаю на вопрос, ты замечаешь, что оценка увеличивается на 1 балл. И каждый раз мы генерируем новые случайные числа, которые будут отображаться в виде того, что появится в пользовательском интерфейсе. И как только я дойду до вопроса номер 10, если я правильно на него отвечу, нажмите кнопку «Возврат», весь пользовательский интерфейс изменится. Вместо названия задачи, поля ввода и оценки, я просто увижу крупным зеленым шрифтом надпись «Я выиграл». И опять же я смог это сделать, посмотрев вот на это условие, где мы смотрим на значение состояния, и если состояние равно 10, мы решаем, что визуализировать. И в этом опять же заключается одна из великих возможностей React. Способность использовать это базовое состояние и, основываясь на значении базового состояния, решать, что именно пользователь должен видеть в своем пользовательском интерфейсе. А ведь React — это всего лишь одна из многих библиотек, которые занимаются подобными вещами. Другие популярные из них включают Angular и Vue, где все это просто веб-фреймворки, которые облегчают создание приложений, способных реагировать на некоторое базовое состояние. Так что вы программист. Тебе не нужно беспокоиться о том, что тебе постоянно придется манипулировать различными частями страницы, особенно если представить себе такие сайты, как Facebook или Twitter, где на странице одновременно происходит множество событий. Каждый раз, когда приходит новый твит, ты можешь получать уведомления и видеть новый пост в своей основной области ленты новостей. Итак, вот те типы вещей, с которыми вы, возможно, захотите, чтобы приложение могло легче справляться за вас, где вы описываете, каково состояние. Вы описываете, как должна выглядеть страница на основе. Сосредоточьтесь на этом базовом состоянии, и пусть библиотека, будь то React или что-то еще, начнет управлять процессом, чтобы сделать это за вас. Мир пользовательских интерфейсов меняется довольно быстро, многое меняется в пользовательских интерфейсах с точки зрения технологий и инструментов, которые довольно популярны. Но на самом деле они основаны на одном и том же наборе основополагающих идей. Идея в том, что мы можем использовать JavaScript для того, чтобы манипулировать тем, что пользователь видит на своей странице. Чтобы определять происходящее на основе конкретных событий, таких как прокрутка, нужно перейти в нижнюю часть страницы или ввести что-то в поле ввода, а затем реагировать на эти конкретные события, предоставляя какую-то функцию, которая вызывается каждый раз, когда происходит то или иное событие. Смешав это с другими функциями, такими как возможность асинхронно запрашивать информацию с внешнего сервера, или возможность выполнять вычисления на основе значений состояния, как мы видели в React. У нас есть возможность создавать очень интересные, привлекательные, динамичные пользовательские интерфейсы очень и очень быстро, и все это просто с помощью сочетания Python и JavaScript. На сегодняшний день это было веб-программирование на Python и JavaScript. Увидимся в следующий раз.